Кубрик один из любимых режиссеров у режиссеров. Кубрик практически все свои фильмы снимал по роману. Книга лучше. Выходят «Челюсти» спилберговские, вообще эра блокбастеров начинается, а он выпускает супер медленного Барри Линдона, просто в противовес. Я зашел на IMDb, и там, по-моему, больше 800, что ли, экранизаций. Ну что я хочу сказать? И он сначала обычный мужчина с проблемами. Тони — это мальчик, который живет у меня во рту. Кубрик взял основу сюжета и снял вообще другое произведение. Сейчас мне хочется накидать и наброситься. Я сейчас тебе расскажу, где у меня потели ладошки. Я ее хочу зарезать с первых кадров. Фильмы себе позволяют вообще другие финалы. Сплитскрин. Это про что-то другое, эзотерическое, да. Вот такой ключ к этому выпуску. Нравится. Всем привет! Это шоу Split Screen, подкаст, в котором мы берем два явления из мира поп-культуры, кино, сериалы, видеоигры, книги и сравниваем их между собой. Тема сегодняшнего выпуска — «Сияние Кинга против сияния Кубрика». Меня зовут Света Храновская. А меня Артем Коновалов. Я синефил и игроман. И трачу огромное количество денег на кино, игры, подписки и, конечно, съемки. Раньше я вообще не заморачивался с кэшбэком. Для меня это было супер сложно. Заходить в мобильное приложение, выбирать какие-то категории, все там какие-то ограничения на суммы. Это вообще было не мое. А тут друзья-киношники посоветовали мне Rocketbank. В Рокете супер удобный кэшбэк. Во-первых, он не лимитирован. Не нужно выбирать категории товаров на все 1,5%. То есть я трачу деньги, и 1,5% рублями мне возвращаются, и я могу снова тратить. Плюс у ребят внутри мобильного приложения достаточно крутая геймификация. За различные действия я получаю внутриигровую валюту и могу тратить ее на бусты кэшбэка. Плюс зацените этот модный и крутой дизайн. Карточка выглядит просто супер. Поэтому, кто еще не стал адептом крутого кэшбэка, запрыгивайте. Rocketbank. Ну что, Артем, мы дожили до 5-го выпуска. Это каждый раз будем с тобой говорить? Да. Мы дожили до Ладно, нет, давай 100-го больше не выпуска. будем так говорить. Все, давай так не начинаем. И сейчас Артем такой, ну что, Свет? Ну что, Света, мы с тобой на территории сияния. Мгм. На самом деле мы с тобой, как мне кажется, давно хотели сделать этот выпуск, или, по крайней мере, думали о нем с тобой, да? Мы с тобой сравнивали между собой сериал и игру двух режиссеров, игры, да, последний наш выпуск был. Студии. Да, студии. И мы решили подобраться, на самом деле, к очень интересной теме и сравнить книгу и фильм. Мгм. И взять что-то культовое и большое. На самом деле вокруг «Сияния» и Кинга, и Кубрика реально создан культ. То есть это супер популярные произведения поп-культуры. И мы решили сегодня с тобой их сравнить. Но прежде чем мы к этому приступим, я хотел забросить такую тему интересную, вообще тему экранизации. Часто я встречаю такое мнение, супер распространенное, что книга лучше. Мгм. Да, книга лучше, чем фильм, потому что в книге 5000 страниц, и ты ее читаешь 2 года, да, а фильм идет 2 часа. И реально есть какая-то секта людей, вот, ненавистников экранизаций. И прежде чем мы с тобой перейдем к «Сиянию», давай, может быть, вбросим что-то нашим... Что-то вбросим. Давай что-то вбросим нашим зрителям, нашим подписчикам. Можно я сделаю первый вброс? Ну, давай, мне тоже, конечно, хочется. Хочется, да? Я бы сделал такой вброс. Я сам синефил. Господи, так сказал. Ну, такой Как будто вброс. сейчас что-то начнется. Ну, я люблю книги, я люблю игры, я люблю фильмы. И для меня все-таки это разные, абсолютно разные форматы искусства, да? И мне кажется, задача наша сегодня с тобой, конечно, мы будем сравнивать фильм и книгу, у нас кто-то победит, так или В иначе. этом смысл шоу. В этом смысле, да, в этом смысл нашего шоу «Сплитскрин». Но основная мысль, что давайте смотреть на экранизации
все-таки как на другую форму контента, форму медиа, да. И учитывать, что у режиссера есть определенный хронометраж, есть некие законы и правила драматургии, есть куча «но», «если» и так далее, да. И опять же, книгу можно написать одному В горле. запершило в горле, М. и я сел в подвале написать книгу в одно рыло. А фильм снимается все-таки гигантской командой, да, огромной производственной командой. Он сначала планируется, он потом снимается, потом постпродакшн гигантский, вот. Поэтому я все-таки предлагаю смотреть свежими глазами, да, на экранизацию. Вот такой ключ к этому выпуску от меня, Света. А ты что скажешь? Окей. Ну, слушай, мне кажется, главный комментарий, который может быть, к этому тезису, книга лучше или фильм лучше, это действительно тот, который ты сказал, потому что это просто разные медиумы. И те законы, по которым строится литературное произведение, они вообще неприменимы к кино. Ну, то есть, окей, есть примеры, когда кино пользуется литературными приемами. Самый яркий — это закадровый голос, да, нашего, например, какого-то героя, который озвучивает свои мысли или действия. Это чисто литературный прием. И он часто считается, наоборот, мувитоном в кино. И такой, типа, хитрый ход. Ты не смог показать это киноязыком, ты Упрощение. использовал литературный язык, то есть ты привнес это. Ну, то есть главное здесь, да, что на самом деле мы сегодня сравниваем с тобой два произведения, но объективно, мне кажется, сравнивать вот так вот в сухом виде, знаешь, книгу, экранизацию по ней, это немножко нечестно, потому что разные способы донесения истории и там, и там. Это мы будем сегодня разбирать. Ну и главное, наверное, тоже от меня комментарий, что окей, это можно сравнивать, но нужно делать действительно скидку на то, что это абсолютно разные языки. То есть у нас в кино есть киноязык, это визуальный язык. Кино в первую очередь все-таки показывает, а не рассказывает. Ну, буквально я имею в виду Хорошее кино. языком. Хорошее кино. Ну, о каком мы еще можем говорить? Кино должно показывать, то есть ты должен смотреть как зритель на кадры, понимать, что происходит с героями, по его мимике, по его движениям, язык тела, который показывает состояние героя. Вот кино, оно, по идее, очень сильно визуальное. Напомню, что кино изначально было вообще-то немым, и никаких слов и литературы там не было, кроме интертитров. Литература, у нее все-таки есть инструмент такое, как слово. У литературы гигантский бэкграунд. Ну, да. То есть у литературы все-таки там плюс несколько, сколько, тысяч лет форы, да, вообще развития и драматургии, и способов повествования. Ну и объем. А литература по факту ничем не ограничена, только, не знаю, желанием автора написать тот или иной объем, какой у него получится. Фильм все-таки имеет, правда, хронометраж, он обусловлен деньгами, которые ты потратишь на это производство, и вниманием зрителя, который готов будет высидеть столько часов, смотря твое произведение. Поэтому условия очень разные, языки очень разные, и сравнивать книгу и экранизацию нужно с оглядкой на вот это все. Я думаю, что мы сегодня, в принципе, так и будем с тобой делать, поэтому нам и интересно в это пойти, побатлить именно два языка искусства: словесный и вот киновизуальный. И понять, что на нас, например, где-то лучше работает, где-то хуже, и в целом ну, в контексте одного какого-то произведения это сделать очень интересно. Классная задача, на самом деле, Да, мне перед тоже нами сегодня интересно. стоит. Большая, сложная и интересная. Я только вкину, что несмотря вот на эту битву, что лучше, книга или фильм, все равно огромное количество кино делается по книгам. Но прежде чем мы перейдем с тобой к сплитам, давай немножечко на территории Кинга и Кубрика потопчемся, совсем немного, да, потому что хочется как-то немножечко э, соотнестись в этом смысле. Мгм. Потопчемся на территории Кинга и Кубрика. Хорошо. Мне кажется, очень важный комментарий по поводу Кубрика такой. Кубрик практически все свои фильмы снимал по романам. У него почти все экранизация. Понятно, что все это всегда очень сильно переработанный материал. Ну и второй тезис, мне кажется, про Кубрика в том, что ну, не просто так его называют гением, потому что каждый его фильм — это какое-то глобальное переосмысление, какой-то глобальный вызов. Я помню, что вот мы в «Орнаменте» делали большой выпуск про Кубрика, и когда изучали, я вот заметила, что он всегда идет немножко против системы. То есть, например, в 70-х выходят «Челюсти» спилберговские, и вообще эра блокбастеров начинается, все такое кино активное, агрессивное, не знаю, ритмичное, а он выпускает супер медленного Барри Линдона, просто в противовес. Кино, которое идет 3 часа, очень тягучее, Блин, не я все его обожаю Барри вывозят, Линдона, мне я просто кажется. обожаю. Да,
очень тягучая, не все его вывозят. Там он применял какие-то невероятные технологии, он запрашивал у НАСА линзы, чтобы снимать свои вот эти невероятные планы. Он же там не использовал искусственное освещение, он снимал при свечах. Не Это очень использовал искусственный сложно. интеллект. И интеллект пока не использовал искусственный, только свой. И в целом он всегда вот был режиссером, который делает какой-то вызов как будто бы Мне самому очень себе. нравится, что он реально против системы стоит, но при этом это режиссер все равно достаточно зрительский. Мне кажется, что много его фильмов на самом деле можно даже посмотреть в юном возрасте и потом как-то пересознать, переосмыслить. Вот, но Кубрик мне нравится в первую очередь тем, что он, правда, очень разный. То есть он как будто бы не повторялся. Практически вот всю его фильмографию посмотреть — это разные фильмы, это разные Это разные вселенные, жанры, он разные работает в разных жанры. То есть, например, если мы берем Скорсезе, Спилберга, Тарантино, Нолана, у них все равно есть какое-то вот единое ощущение, да, от кино. Оно тоже разное. А у Кубрика это абсолютно разное кино, да. То есть Барри Линна, про который ты сказал, потом мы берем цельнометаллическую оболочку или широко закрытыми глазами. Это совершенно разные фильмы. И вот его подход к произведению как к чему-то вообще отдельному, как будто каждый фильм снял немного разный режиссер, а в то же время один. И меня это в Кубрике восхищает. Про Кинга, во-первых, Кинг — культовая личность, огромное количество экранизаций. Я зашел на IMDb, и там, по-моему, больше 800, что ли, экранизаций. Огромное количество. И у Кинга очень интересная история, что есть порядка, наверное, там десятка, может быть, 2 классных экранизаций, Мгм. которые везде в топах, Ну, включая «Сияние», «Шоушенк», «Зеленая миля», «Кэрри». Есть огромное количество трэша, просто неудобоваримого, да, какого-то контента, но при этом Кинг остается очень экранизируемым. То есть сейчас выходит фильм «Running Man», в этом году был фильм «Долгая прогулка», щас делают сериал по Кэрри. То есть он продолжает быть актуальным. То есть это супер актуальный автор, да, которого снимают. Но при этом для меня «Сияние», наверное, все равно остается вершиной экранизации его творчества. Ну, мы поговорим с тобой еще про другие экранизации. Но лично мое отношение к Кингу такое, что я читал его в подростковом возрасте, я думаю, как многие мы, да, открыл для себя какие-то его произведения. Я помню «Ярость» на меня произвело большое впечатление, потому что у меня было ощущение, что Кинг — это в основном про мистику, про паранормальное, да, Мгм. что-то. На самом деле у него большое количество суперреалистичных историй. И в подростковом возрасте я читал, потом, наверное, был какой-то большой перерыв, и буквально несколько лет назад я начал читать свежее, что у него выходит. И я прочитал роман «Институт», который про паранормальное, прочитал Билли Саммерс, и понял, что на самом деле чувачок-то в хорошей форме. То есть он сейчас перформит, понимаешь? То есть для меня было, что Кинг когда-то там, в 70-е, да, вот он что-то сделал, написал, а сейчас уже он не творит, да, что-то. И оказалось, что нет, он выдает классную, на самом деле, литературу, которую интересно читать вот Ну, сейчас. вот для меня, наверное, Кинг тоже, да, как-то как автор остался вот в подростковом возрасте, в возрасте, там, не знаю, 18-22, когда я его активно читала, вещи, которые у него выходили, и какие-то его старые вещи. Я даже помню, что я читала его мобильник на раскладушке. Я каким-то образом скачала на раскладушку этот Это мобильник и просто аутентично, да. ночью читала. Мне было супер страшно, неприятно. И вообще для меня Кинг всегда был тоже не про мистику даже, а про вот, знаешь, ситуацию, что будет, если, вот как «Долгая прогулка», а что, если кто-то придумает вот такое соревнование, что ты не можешь останавливаться и можешь в конце выиграть приз? Такая игра на выживание. Для меня это было всегда про это. Конечно, я еще потом читала 2 больших его романа «Под куполом» 11-22-63. Там уже есть вот этот мистический элемент. Ну, сложно, потому что там петля времени и всё такое. Но как-то он не был для меня про мистику всегда. А сейчас я впервые прочитала «Сияние». Конечно, у меня интересные открытия про Кинга произошли, но я думаю, что мы сейчас дальше с тобой их обсудим. В этом выпуске мы решили разыграть классный пак. Оригинальный роман Стивена Кинга на английском, на русском
и Blu-ray-ка Shining от, собственно, Кубрика. Для того, чтобы получить этот клевый пак, нужно оставить комментарий и назвать в комментарии любимое произведение Кинга или его экранизацию. И опишите, почему вам это нравится. В этом выпуске у нас будет 5 сплитов. За каждый мы будем выдавать топорик из того самого фильма. В конце подведем общий результат и поймем, что же нам нравится больше: «Сияние» Кинга либо «Сияние» Кубрика. Холодно. Зима. Да, такие струйки, Оверлук. струйки пара у нас, да. Итак, наш первый сплит — герои. Что мне нравится в «Сиянии», там, на самом деле, не так много главных героев, основных, Это да? вообще не так много Да, то есть у героев. нас есть Джек Торранс, да. У нас есть Уэнди, Его жена. его жена. У нас есть Дэнни, это их сын. И есть еще несколько второстепенных героев, да, в том числе Дик Холлоран, который по-разному, на самом деле, присутствует и в Мгм. книге, и в фильме. Про сюжет мы поговорим потом, но давай просто базово, вот просто вкинем логлайном. О чем «Сияние»? Давай, ты как мастер логлайнов. С чего-то вдруг стало. Окей. Значит так, у нас есть вот это семейство Торренсов. Джек долгое время находится без работы. Я сейчас склеиваю книгу и фильм, если что. У Джека проблемы с алкоголем, у него проблемы с работой, и вот ему предлагают отправиться в отель «Оверлук», который находится на вершине горы, работать Колорадо. работать смотрителем на 5 месяцев, потому что в это время отель закрывается, туда никто не может доехать из-за бурь, снега и так далее. И вот они втроем должны там жить, чтобы Джек зарабатывал деньги. Параллельно он же еще писатель, писал свою книгу, а Венди и Дэнни просто присутствовали там, чтобы не было одиноко Джеку. Ну и плюс они не могут позволить себе раздельное проживание. В общем, они туда приезжают, и Дэнни, да и не только Дэнни, если мы склеиваем книгу и фильм, начинают слышать жизнь отеля, который как бы не может быть. Это какая-то потусторонняя, инфернальная вообще жизнь. Джек и Дэнни встречают каких-то загадочных людей, слышат какие-то голоса, и потихонечку Джек у нас сходит с ума и решает, что ему надо Или не сходит. Или не сходит, вопрос. И решается разделаться со своей семьей. Мне кажется, что герои — это такой одна из точек конфликта вообще между Кингом и Кубриком, потому что, да и в целом, мне кажется, что люди, которые читали книгу, часто я от них в каких-то видео или где-то еще слышала или читала, что, ну, вообще странный персонаж выбран на роль Джека, потому что Джек Николсон сразу в «Сиянии» выглядит сумасшедшим. То есть с первых кадров понятно, что он не в себе, а все-таки у Кинга, если брать, то как бы там из-за такта все говорится, и он сначала обычный мужчина с проблемами. Я вот опять же скажу, что книгу прочитала сейчас впервые, и сейчас на свежую голову прям пересмотрела «Сияние», потому что я его смотрела там последний раз несколько лет назад, и сейчас я уже смотрела с прицелом на то, а я сейчас посмотрю, что там не так с Джеком Николсоном, потому что раньше я просто смотрела это как Или фильм так. Кубрика. Или так. Да, просто еще важный комментарий я тоже прочитала в интервью Кинга, где он предъявлял, что Джек Николсон неподходящий на роль. Знаешь почему? Потому что до этого он сыграл в «Пролетая над гнездом кукушки», и значит, у зрителей в головах он будет ассоциироваться с сумасшедшим. Мне показалось, это очень Ну, это странный было поинт. 5 лет до этого. Но это был такой странный поинт. Я думаю, ну окей, объясняю это так. И потом, когда я начала, вот вчера мы пересматривали, я очень внимательно следила за Джеком Николсоном, и я поняла, что он для меня вначале вообще не выглядит сумасшедшим. Он выглядит обычным чуваком, который хочет получить работу. Ему она нужна позарез, у него проблемы, у него нет денег. Он абсолютно нормальный в сценах знакомства с этим Улманом. Он абсолютно нормальный в начале, и он действительно начинает сходить с ума уже в отеле, в процессе. Там есть переломные моменты, переломные сцены, когда мы это видим. Но опять же, я обратила внимание, что там есть сцена, где он работает на машинке, и Венди к нему там врывается просто спросить, как у него дела, и он на нее срывается. И там очень много агрессии, но я для себя это проинтерпретировала не как сумасшествие, а как поведение абьюзера. Ну, то есть он просто в агрессии, ему не нравится, что жена внедрилась к нему в какой-то его творческий невероятный процесс, и он именно ведет себя как абьюзер, но не как сумасшедший. И если честно, в этот просмотр я не увидела вот этого тезиса, про который так часто говорят, что Джек Николсон изначально выглядит сумасшедшим. Я не знаю, увидел ли ты это? Для меня
Джек Николсон в «Сиянии» — это скорее не сумасшедший персонаж, а это скорее такой интересный образ человека, который в целом готов в себя впустить зло. Мгм. Это, наверно, даже не совсем про сумасшествие. Это как вот такой сосуд, да, что мы видим, что этот чувак в принципе способен на многое, способен на зло, да, способен стать вместилищем вот этого. Неважно, это приходит из отеля, изнутри, самого человека, да. То есть для меня, наверное, больше история про вот, Мгм. готовность. Но если глобально сравнивать Джека из книги и Джека из фильма, для меня, ну, все-таки Джек из фильма — это Джек Николсон, Мгм. да? И много претензий есть к тому, что это Джек Николсон, он узнаваемый, да, что мы здесь уже смотрим на его какой-то актерский перформанс. И претензия, помимо того, что он сразу сумасшедший, Мгм. вторая претензия, что Джек Николсон переигрывает. Да-да-да. Многим не нравится игра, что она очень какая-то супер избыточная такая, да. Но здесь очень важно вообще знать творчество Кубрика и посмотреть, что такой метод существования актеров, он у него в принципе как бы во многих фильмах используется. Возьмем «Заводной апельсин», возьмем «Доктор Стрейнджлав», да, Цельнометаллическую. цельнометаллическая оболочка. То есть такое существование актеров в кадре у него, в принципе, есть. Такое Мгм. гиперреалистичное, такое утрированное. И, я смотрел разные интервью, в том числе Джека Николсона. У него там есть на самом деле интересная мысль. Это к вопросу: а Джек Николсон ли там? Мгм. И он говорит, что на самом деле с Кубриком, ну и с другими режиссерами он старается, условно говоря, свое тело как бы отдать и Режиссёр. психику отдать Мгм. режиссеру. Потому что он говорит, что если я буду играть, как я хочу, то я буду всегда Джеком просто Николсоном. собой, я Мгм. буду играть себя. Поэтому я доверяю свое тело, условно говоря, свой разум, как некую оболочку Мгм. режиссеру, и режиссер уже как пультом управления или марионеткой, он начинает выстраивать это все. Поэтому мне кажется, что Джек Николсон в «Сиянии» — это на самом деле Кубрик, который просто его вот таким образом, Можно я ещё направляет. добавлю здесь? Ну, вот я супер согласна с твоим вот этим комментарием, но я от тебя ещё хочу добавить про саму актерскую игру. В этот раз, когда я смотрела, я прям прицельно смотрела на игру Джека Николсона, потому что мне интересно было разобраться вот с этим комментарием. Честно, для меня вот, наверное, одна из ярких сцен — это где он сидит в баре, появляется Ллойд, и он ему рассказывает, Да, что там у него с женой, и там он да-да-да-да-да-да-да-да. реально очень Да, экспрессивный. да. Но, честно, я здесь видела не переигрывание, а человека в очень сильном алкогольном опьянении, который еще сам по себе, не знаю, какой-то нарцисс, автор, творец. Он очень такой, знаешь, Он я. как будто сам немножечко играет перед людьми тоже. Да, он вот я и говорю, что он Да, да-да-да. я красавчик, и он жеманничает перед ним. То есть я прям увидела реального человека. Я не увидела здесь актера, который переигрывает. Не знаю, может быть, у меня есть какой-то печальный опыт общения с такими людьми, но я прям увидела реального живого человека, и я ему верю. Я прям верю, что такой человек есть, и он вот так себя будет вести в баре, когда ему будут наливать. Серьезно. Я вообще не увидела никакого переигрывания. Я готова биться за то, что Джек Николсон здесь отлично играет, что это не переигранная странная актерская игра. Вот все. С этого Наверно, момента. наверно, это просто, ну, не очень, привычно, да, потому что он вроде бы играет, психопата здесь, но, прежде чем мы с тобой, наверно, перепрыгнем к Кингу, я все Мгм. таки предлагаю посмотреть актеров в неком симбиозе между Мгм. собой. И здесь Джек Николсон не существует отдельно, он существует вместе с, Дюваль, да, которая играет Уэнди. И давайте посмотрим, как она вообще выглядит в кадре. Ну, суперизвестная история о том, что Кубрик, сильно Да. давил на нее, да, можно посмотреть, всякие документальные кадры. Вот, что она еще была там в стрессе после расставания. Ну, то есть у нее какой-то был сложный этап, в жизни, да. Тут еще Кубрик, блин, давит со своим «Сиянием». Вот, и она, просто как будто выглядит реально как жертва, да. И они, в принципе, составляют отличную, между собой такую Мгм. пару. Ну, отличную пару, да. Потому что если мы посмотрим на Джека и Уэнди в, литературе, да, в романе, они абсолютно другие. Мгм. Они абсолютно другие.
И та Уэнди, которая есть у Джека в фильме, она не могла бы быть Да, не могла бы. Это было бы в странно. книге. Ну, давай сразу перейдем на книгу, может быть, да, Давай. по-живому. Сразу на книгу. Ну что я хочу сказать. Давай, Ам, давай. я думаю, Джек в книге. Джек в книге. Я думаю, что многие не читали, как и я. Ну, сначала смотрели фильм, а потом читали. Ну, наверное. Вот эту книгу. Для меня было очень много открытий интересных. Я сделала, когда читала и понимала, что такое Джек у Кинга. Что мне нравится в книге, что Кинг нам, конечно, потому что это литература, рассказывает очень сильную предысторию Джека. Я была поражена, что Джек у нас, оказывается, успешный писатель в какой-то мере. Конечно, я вчера обратила внимание, что в фильме нам Кубрик как бы чуть-чуть на это намекает, показывая, что их квартира, в которой они живут, уставлена, усыпана книгами, и они оба читающие, то есть они явно из какой-то интеллектуальной среды, оба, Джек и Уэнди. Но как-то в фильме это не бросается. В книге это интеллектуал, он вообще-то преподаватель, но у него есть проблемы с алкоголем, у него алкогольная зависимость, и в какой-то момент Но он в завязке. он в завязке сейчас на момент действия романа. Он в завязке уже там сколько-то месяцев после несчастного случая, на самом деле, когда он оверреактит и напал на своего студента. Не будем, мне кажется, вдаваться в подробности, почему это произошло. В общем, его после этого увольняют из школы, и он остается без работы, без средств к существованию, не знает, что делать. Собственно, поэтому он и отправляется в отель, потому что это единственный способ. То есть у нас Джек с таким прошлым, как это сказать? В общем, у него есть прошлое. В книге у него есть прошлое. Которая на самом деле достаточно подробно Описано, описан, да. да, то есть мы много знаем про героя. Мы знаем про его отца, про Да. отношения с его отцом, мы знаем про его работу, про его конфликты. То есть много очень внутреннего Мгм. мира, да, которое нам открывается в книге. И, наверное, в книге Джек просто более объемный, Объёмный. сложный персонаж, да, с которым мы существуем Долго, да, в его достаточно мыслях. долго. Да, да. Ну да, и важно, что мы узнаем, что у него отец тоже абьюзер, который делал то же самое там с ним, с его матерью. Он тоже употреблял. То есть Джек не просто, грубо говоря, так стал таким, каким он был. Не просто так. Это вся история с алкоголем. Известно, что Кинг писал этот роман, когда сам боролся с алкогольной зависимостью. Это очень личный роман. И мне кажется, здесь тоже это точка, в которой происходит конфликт двух авторов, Кинга и Кубрика. Почему Кингу так не нравится экранизация «Сияния»? Потому что все-таки Кинг написал очень сильно про себя, и мы сейчас, наверное, с тобой обсудим бесячий момент в этой книге про Джека. Но глобально что сделал Кубрик? Кубрик взял основу сюжета и снял вообще другое произведение, про другое. Не про то же, про что писал Кинг. Но герои действительно разные. И, Абсолютно. да, мне кажется, даже сильнее отличается Уэнди, потому что, во-первых, она блондинка. С какого-то Да, она перепуга. блондинка. То есть для меня Уэнди — это вот эта вот трясущаяся с ножом Дюваль, да. Дюваль, да, вот, ну, Дюваль. А в книге это секси-блондинка, Она там еще у нее есть свое интеллектуалка. мнение, да, Она книги читает она вообще-то. читает книги, да. И там на самом деле Нет, но в фильме тоже читает. много между ними какого-то, ну, как бы секса и в прямом смысле в книге, да, и Да. какого-то вообще сексуального напряжения, интереса. То есть У это них пара, отношения это пара. У есть. них есть отношения, у них есть взлеты и падения, Мгм. да. А в фильме это просто такая как бы уже концентрация какой-то одной или нескольких эмоций, да, когда на Мгм. самом деле Джек уже просто на грани, да, на грани, чтобы зарезать Шелли Дюваль. И интересным образом это работает и на зрителя, на меня, потому что я ее хочу зарезать с первых кадров, Но она потому что бесячая почему-то. она прям бесит, она Кубрик звеняще бесит. сделал просто реально очень бесячего персонажа. Это талантливо. Это капец Но у него талантливо. была, наверное, такая Задача. задача, потому что Уэнди в книге, она более объемная, да, у нее Мгм. только другой цвет волос, но и она более, наверное, У неё более тоже есть нюансовый вообще-то персонаж. история, потому что у неё тоже история с непростых отношениях с матерью. Там Да, очень да, сильно чего в объясняется фильме этого нет, да. просто объясняется очень сильно, почему она не может покинуть отель, почему она не может уехать. То есть Просто ей некуда ей некуда ехать, ехать, да, ей потому что с некуда ехать. матерью всё плохо, и она в детстве тоже потеряла сестру. Это очень болезненно на ней отразилось. То есть там на самом деле у персонажа появляются куча причин действовать так, как он действует. А получается, что у Кубрика Венди, она достаточно, ну, не скажу прям, что плоская, но не хватает ей объема и понимания, почему она такая.
Ну, это тебе не хватает, после романа. Я думаю, Я да. думаю, что когда все таки вот это вот есть перекликание Ну да. вселенных, ты почитала Ну книгу, да, у меня как-то ты это сейчас так посмотрела, расширилось. да, у тебя начинается вот этот сплитскрин в Да. голове, да, вот этот вот, диалог. Потому что раньше, когда я смотрел, «Сияние» и не читал роман, для меня как бы все было ок. Ну, что я хочу сказать. Перейдем, пожалуйста, к очень бесячему моменту про персонажа Джека. Окей, с Так, Венди так, мы бесячий. разобрались. А Венди очень приятная в книге, но очень бесячая в кино. Ну, я бы не скажу, что прям очень. Ну, Ну ладно, 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 по хорошо. сравнению с фильмом она приятна. Она не вызывает таких бешеных эмоций. А, но я думаю, что я разгадала твою тайну, когда ты мне сказал, что кое-что тебя в книге очень сильно бесит, и я в какой-то момент до этого дошла и, кажется, тебя поняла. А, Ты думаешь, это всего один момент? ну, я думаю, что это очень был Давай, давай. конкретный момент про Джека, потому что вот Кинг знакомит нас с Джеком, погружает его в вот это состояние, какой он бедный, несчастный, гениальный автор, и в какой-то момент я просто поймала себя на мысли, что если Джек раньше просто про себя говорил, ну, стенал там вообще по поводу себя, то в какой-то момент он переходит в такую пожалейку, что все вообще виноваты в том, что он такой. Отец виноват в том, что Джек стал алкоголиком. Венди виновата в том, что Джек такой несчастный, вообще неправильную жену себе выбрал, видимо, папа сделал так же. Джека вообще там не поняли в школе, это вообще виноват тот мальчик, потому что он списал, и Джек просто так, типа, сорвался. Это виноват алкоголь в том, что он ранил Дэнни, виновато то, виновато сё. И я просто в какой-то момент понимаю, что Джек вообще настолько не берет ответственность за себя ни в одной И ситуации, это и бесит на это самом так. А деле. еще знаешь, что бесит? Что при этом, мало того, что он снимает с себя ответственность и перекладывает вообще на все, а мы это как бы слышим из его головы, то есть это его мысли, это не как бы не со стороны мы на это смотрим и принимаем такое решение. Нет, делаем такой вывод. Он же еще себя очень сильно восхваляет. Он же охереть какой писатель. Он же считает, что если бы ему все вот это не мешало, он бы уже Пулитцеровскую премию получил. Он же об этом прям говорит, что сейчас я напишу мега-роман про этот отель, открою все его тайны, вы только мне не мешайте, я буду гением. То есть он мало того, что считает себя гением, так он еще и просто считает, что он ни в чем не виноват. И в его судьбе что-то виновато, но только не он сам. И это дико бесит в этом персонаже. Мне кажется, что это одно из больших отличий сюжета глобально, но Мгм. клёво, что ты это закинула, потому что я предлагаю в следующем сплите Ну, просто это про это Джека очень рассмотреть. Про важно. Джека это супер важно, я согласен. То есть он винит, вокруг, все, да, что происходит, такое есть перекладывание Да. ответственности, И меня очень сильно бесило. С одной стороны, я понимаю, что здесь, знаешь, такой конфликт получается, что Кинг пишет условно, он саморефлексирует, он в сложном периоде, и, видимо, он сам себя пытается оттуда вытащить, и ему, возможно, этот роман нужен, чтобы самому себе что-то объяснить. Но если абстрагироваться, да, и взять самого героя, ну, он страшно бесячий. И вот с одной стороны, вот у меня какой-то конфликт. Мне вроде бы как будто должно быть жалко Кинга, что он в такой ситуации, но с другой стороны, я думаю, ну ты неприятный, ну типа ты просто Но, понимаешь, неприятный. он неприятный, но он все равно объемный, Он он объемный. человечный, да. Да, Он человечный, но бесит он, наверное, как примерно Уэнди. да, то есть они поменялись Они ролями, поменялись потому ролями. что вторую половину романа я прям страшно бесилась, потому что вот этот перекос в его вот это страдания начался очень сильный до самого финала. Это просто было уже невыносимо. Финалы мы обсудим отдельным сплитом. У меня горит, Не, но финалы давай обсудим. но Джек, Здесь все таки да. есть еще третий персонаж. Это Дэнни. Давай буквально кратко его обсудим. Для меня Дэнни в фильме — это реально очень криповый персонаж, Да. потому что это сплит-скрин, Это да, жесть, этот это жесть, палец. этот палец. И я помню, когда я смотрел в подростковом возрасте, и он говорит, что Тони — это мальчик, который живет у меня во рту. Это жутко, это просто жутко. А вот этот момент, когда она, прибегает к нему, и он говорит, что все, Дэнни, Да типа, ушел. алло, да, все Мгм. туда ушел куда-то, и остался только этот Тони, и где теперь Дэнни во рту? То есть это просто жуткая какая-то Ну тема. да. А, мне кажется, в фильме Дэнни какой-то такой персонаж, не до конца объясненный. То есть есть вот это Да, сияние какое-то, да, и непонятно, в общем, что это, галлюцинации или это нет, мистика, кто это что, сумасшедший, кто да. нет, да. То на самом деле в книге есть очень четкая линия Дэнни. Это персонаж, который описан супер подробно, и там супер подробно описаны его ощущения пребывания в семье, у которой отец алкоголик, у которой проблемы.
и его отношения со всеми родителями, которые очень его на самом деле любят, и он любит этих родителей. И вот этот конфликт с этим даром, и что он должен, что он не должен. На самом деле в книге Дэнни много, он прям Мгм. в этом треугольнике, он очень важный персонаж, да, то в книге он больше тоже как некая такая вот, как фигура на доске, Ну которая да. просто должна вот как-то запускать все вот эти вот Ну да, он больше как процессы. за пугалки здесь отвечает, как будто бы Дэнни в фильме. А в романе, правда, он очень прописанный, и мне очень нравится, что если в фильме как-то все таки больше сделан акцент на том, что это действительно какая-то мистика. Но там есть этот важный момент, когда сказал, что он Венди говорит, что Дэнни больше нет, здесь есть только Тони. Я Мгм, сразу мгм, вспомнила мгм. множественные личности Билли Миллигана. Есть такой роман, и по нему снят сериал «Пустая комната» с Томом Холландом. Это как раз-таки про психологическое вот это отклонение, когда для защиты психики появляются другие личности в голове, которые включаются условно, чтобы главная личность не участвовала в Мгм, процессах. мгм. И это, как правило, появляется в процессе абьюза в семье, чего-то страшного для ребенка. И на самом деле в книге это очень сильно объяснено, потому что когда Дэнни общается с доктором, и доктор спрашивает, а в какой момент появился Тони, он как раз-таки и сказал, что Тони появился после того, как родители начали говорить о разводе, после инцидента с папой, который сломал ему руку. То есть это появилась защитная реакция. Но, конечно, в книге есть и мистическая природа Тони, который показывает ему страшные видения, то есть из будущего и из прошлого. То есть это уже явно не про психику, это про что-то другое, эзотерическое, да. Но правда, мне кажется, Дэнни в книге очень круто проработан, становится все понятно, что вообще происходит. И это как-то интересней, что ли. Давай подводить итоги по героям. Честно, для меня это очень сложно. Мне тоже. Очень сложно. Кто начнет? Я думаю, что нам надо выбрать критерий, потому что я не понимаю, по какой логике мы здесь хотим их сравнить. Просто больше нравится, больше раскрыт или Я думаю, как? больше нравится, больше раскрыт. Спасибо, спасибо. Но еще это все-таки ансамблевая какая-то Да, история. То есть вот если глобально нам м, брать героев, да. книги и в фильме, да, как они действуют, как они раскрыты. Опять же, мы делаем скидку на сам формат. Ну, вот это самое На сам- сложное, потому что, с одной стороны, мне хочется сказать, я выбираю ансамбль из книги, потому что он тупо более проработан, и не в плане, что Кубрик не проработал, а в том плане, что я реально с этими ребятами провела 500 страниц, неделю вечеров, и я их больше Выбирай, поняла. Не. давай. Я выбираю Кинга. Ты знаешь, я, наверное, здесь с тобой тоже соглашусь. Как бы мне не нравился перформанс Николсона, вообще, как бы мне не нравилось все, что Мгм. работает у Кубрик. Кубрика, персонажи действительно более объемные, проработаны. Опять же, да, это 500 страниц. Да, на самом деле, если батлить отдельно Джеков, я выберу Николсона, Мгм. да. Вот. Но если брать всех героев, да, то, наверное, это Кинг. И я думаю, что для тех людей, которые только смотрели фильм и прочитают роман, опять же, им может не понравиться что-то, но персонажи действительно интересные, их взаимоотношения между собой, да, и кучу нюансов, которые, конечно, в фильме не раскрыты. Ну вот я согласна, если бы мы батливали Джеков, я бы тоже выбрала киношного Джека, потому что, несмотря на то, что происходит, он мне более симпатичен, потому что у него нет вот этой пожалейки, как в романе Кинга. Но ансамблево, да, потому что Дэнни для меня сильно интереснее, и раскрытие все таки в книге получился. Ну, вот знаешь, что интересно? После книги я, конечно, смотрела фильм, учитывая весь этот бэкграунд. И для меня фильм как будто бы стал чуть богаче и шире. Я такая: «Ну ладно, я уже понимаю предысторию». Хотя как бы это 2 разных произведения, так делать нельзя, потому что Кубрик мог всего этого вообще не закладывать. Конечно. Я все таки за то, чтобы смотреть фильм как отдельное Да. произведение, Ну, да. видимо, из-за того, что оно свежо и прочитано, и просмотрено, оно чуть-чуть склеивается, это некорректно. Но, в общем, тогда у нас топорик Да, уходит топорик в уходит книгу. Кингу, да. Дэнни сжался от страха, услышав внутри себя этот голос. Его глаза расширились, а пальцы еще крепче вцепились в край стеганого покрывала. Этот голос не принадлежал его отцу, однако был очень похож, и он знал его. Хриплый, грубый, но в то же время полный извращенного веселья. Извращенное веселье, мое любимое состояние.
Значит, они где-то совсем рядом. Он откинул одеяло и свесил ноги на пол. Достал из-под раскладушки тапочки, подошел к дверям, открыл ее и поспешил в главный коридор, шелестя подошвами по ворсу ковровой дорожки. Повернул за угол. Между ним и главной лестницей на четвереньках стоял мужчина. Дэнни замер. Мужчина посмотрел на него. Сверкнули маленькие красные глазки. На нем был серебристый маскарадный костюм собаки, как сообразил Дэнни. Сзади свисал длинный гибкий хвост с шариком на конце. Вдоль спины к шее тянулась застежка-молния. Удобно. Слева от мужчины на полу валялась маска то ли собаки, то ли волка с пустыми глазницами и бессмысленно оскаленной пастью. Сквозь клыки из папье-маше просвечивала сине-черная ткань ковровой дорожки. Второй сплит у нас сюжет. Я задам рамку, если ты... А я подумаю, принять ее. Хорошо. Значит, что такое сюжет? Сюжет — это совокупность, наверное, и действий, и смыслов, которые составляют некое единое какое-то ощущение вообще от просмотренного или увиденного. То есть о чем на самом деле книга, о чем на самом деле фильм. На самом деле можно посмотреть на Ютубе большое количество роликов, чем отличается книга, да, чем отличается фильм, вплоть до каких-то мелких и больших различий. Про концовку мы с тобой поговорим потом. Но, наверное, из самого известного то, что в книге нет лабиринта, да. О, нет! Вот это Кубрик придумал. В книге нет вот этого лифта с кровью. В книге нет близняшек. Которые преследуют которые Дэнни. преследуют. Но это не близняшки. Да, Давайте ну, оговоримся, это окей, сестрички. Окей, это сестрички, да. Оружие, с которым шествует Да. Джек в книге, это крокетная дубинка, в фильме это топор. Да? Уэнди с ножом, собственно, Да, в книге. блондинка, брюнетка и прочие какие-то различия. Есть персонажный твист, связанный с Диком Холлораном, да? Мгм. Мы его, кстати, не разобрали, этого персонажа, да? Вот. Но интересно, что он играет разную роль в книге и в фильме. В книге мы, в общем, долго смотрим, как он едет спасать. Очень долго. И я хотел, знаешь, на X1,5 или X2 поставить, думаю, когда же ты Нет, это доедешь? саспенс, Да, дорогой. это Да, саспенс. это Или хотя бы, саспенс. чтобы я мог управлять Диком Но Холлораном, нет, ты знаешь, должен чтобы медленно включать хотя бы ехать. поворотники там Нет, нет, эти. нет. Да, это саспенс, окей. Что интересно для меня, наверное, про книгу, что почти всю книгу, наверное, до последних а-ля 100 страниц я читала историю алкоголика, у которого есть приступы агрессии, у него там проблемные отношения были в семье, то есть такой надломленный, достаточно выросший ребенок, не в очень благоприятной среде, который, находясь в изоляции вот в этом отеле, начинает потихоньку, ну, не то чтобы сходить с ума, а больше для меня это была вся история все-таки про алкоголизм. То есть все проявления Джека, все голоса, которые он слышит, все действия, которые он агрессивные делает, это все была метафора алкоголизма. То есть я это читала чисто как метафору человека, который с этим страдает, от этого страдает, пытается с этим справиться, но не может, потому что, ну, все-таки зависимость — это очень сложно, и люди, которые этим подвержены, им тяжело с этим справляться. Но почему-то последние, наверное, страниц 100 у Кинга очень ярко стала проявляться мистическая часть истории, и он начал очень резко выводить Как из... рояль в кустах Да, немного, нет? да. Хоть и было ощущение, что голоса, которые слышит Джек, это типа голоса отеля, но для меня это было голоса его самого, типа оправдания, вот это вот всё погружение в себя, вот этот разговор с Ллойдом, что он очень хочет выпить, и просто как бы начинает вот это общение, и он как бы Сам же себя его... убеждает, Да-да-да. как будто бы. Это все про него, это концентрат его душевных страданий, и просто в конце у нас всплывает отель как реально существующий персонаж, у которого есть голос, люди, которые его населяют, полнейшая мистика, и все заканчивается абсолютной мистикой. И меня это уничтожило, потому что я
400 страниц, читала вообще другую историю, видела другое, и в конце просто Кинг вот так нахлобучивает, и такой: Это "Не, это прям все как наше мистическая ощущение от история". Silent Hill F, нет? Да, Немножко. да, ну типа мы играли в другую игру, Да-да-да, вы почему просто так? это прошли. И для меня вот это странно, что вот этот перелом, для меня книга была про одно, тем более зная вот эту биографическую деталь из жизни Кинга, а потом вот этот резкий перевертыш, который, вот как ты сказал, "Рояль в кустах", этого как будто слишком резко это все произошло. Это для меня не было заложено прям на каком-то тонком уровне. И у меня финал, он как-то вот сюжетно книга стала про другое. Про то, что это мистический отель, который подчиняет себе людей, и этому отелю нужен Дэнни, потому что он обладает сверхъестественными способностями, а вот эти существа, которые наполняют отель, это духи умерших людей. То есть все, кто здесь умирают, превращаются в жителей этого отеля. И вот им нужен Дэнни, чтобы праздновать дальше свою жизнь в виде Ладно, духов. я щас мне хочется, накидать и наброситься. Э, Накид давай про фильм, потому что вот интересно, да, вот, Да, эта но для история. меня все таки "Сияние" Кубрика — это исследование вот этой природы зла, которая может существовать в обычной жизни, в обычной семье, и оно может быть вот таким страшным, что это как будто, знаешь, злые силы могут создать такого человека. Но на самом деле это вот для меня метафора на абьюзивные отношения. Я бы так, наверное, сказала. Мгм. Для меня сюжет такой. Интересно, для меня немного по-другому. Если сталкивать сюжет романа и сюжет книги, здесь интересно еще посмотреть, что об этом думает Кинг. И Мгм. он интересно говорил, что, для меня роман — это огонь. Ну, понятно, он его написал, да, роман — это огонь, это жизнь, а фильм — это холод. И мы с тобой отдельно разберем, финалы и об Мгм. этом поговорим. Если брать, о чем роман для меня, то это скорее, правда, некая история какого-то зла, которое здесь визуализировано в виде отеля, да, какой-то, не знаю, там, сущности, которая, затягивает в себя людей с сильным характером, слабым характером, неважно каких, да. И, по сути дела, это история о том, как мы пытаемся сопротивляться, да, чему-то большему, чему-то злому, но это все равно нас затягивает. И здесь, конечно, и алкоголизма, и, в общем, прочие неприятности Но ты жизненные, имеешь в виду да, зло они не эзотерическое, а зло но как, оно какое-то вот, у Кинга во многих романах есть вот это вот нечто. Мгм. Это может быть Пеннивайз, это может быть Оверлук, да, это может быть еще что-то. Он интересно рассказывал вообще про природу хоррора, что мы здесь при свете дня все такие, бодрые, да, ни во что не верим, но когда наступает ночь и тебе нужно выйти пописать, да, и ты смотришь в коридор, то, некий внутренний вот этот вот, понимаешь, доисторический мозг, нам все равно подсказывает, сейчас может произойти какой-то, да. Я просто помню после того, как я поиграл в Silent Hill F, и ты помнишь, там здесь эта персонаж, эта сестра в маске. Да, ужасающе. Пипец, я каждую ночь, когда выходил там попить водички, я был уверен, что это стоит в коридоре в этой маске, понимаешь? Это такой образ, я надеюсь, здесь, везде появится, чтобы вы тоже охренели. Это мощный образ, то есть от этого становится реально страшно. И Кинг выступает часто на территории вот этого, что где-то скрыто в тени, Мгм. в кустах, под кроватью, между строк. То, что на самом деле непроговариваемое, подсознательное, но у него есть некая концепция зла. И интересно, что когда Кубрик с Кингом сплитскримились, когда они там созванивались, обсуждали. И между ними был интересный диалог, когда, Кубрик сказал, что, "Не считаешь ли ты, товарищ Кинг, что хоррор очень оптимистичный? Мгм. Потому что если есть призраки, то значит есть, жизнь после смерти". Ну да. А Кинг ему сказал: "А ты в это не веришь? Что, может, ты в ад не веришь?" Кинг сказал: "Нет, я не верю в это". И вот, мне кажется, здесь кроется основная разница между их подходами, да, и между то, о чем это. И для меня фильм про другое. Мгм. Для меня история, Кубрика, она даже не про абьюз в семье. Она скорее про то, что в определенных обстоятельствах человек может стать монстром. И,
интересно посмотреть ролики на Ютубе. Вот еще документальный фильм, который мы с тобой смотрели, «Комната 237», Мгм. который разбирает огромное количество теорий, о чем на самом деле Да. «Сияние». Некоторые из них кажутся очень Очень странными и странно. натянутыми, но есть теории, которые очень любопытные. Первая теория — это про то, что на самом деле это отсылка на Холокост, Мгм. да, и там есть история с печатной машинкой, которая меняет цвет, и на ней есть символика, Мгм. похожая на вот этот Герб. германский, да, вот этот Нет, вот там орел. название машинки, оно И переводится название как машинки орел, на да. немецком, да. Плюс у Дэнни есть цифра 42 на рукаве, да, и вот эти вот кровь, которую заливает. Мгм. Есть теория, на самом деле, про геноцид индейцев, и там появляется вот эта баночка за Джеком, Да. да. А, для меня, опять же, вот как бы складывая это все и на уровне ощущений, это скорее история про то, что человек в какой-то момент может стать монстром. Мгм. И общество коллективно может стать неким монстром, да, в какой-то момент. И Джек в фильме говорит «бремя белого человека», да, «white man burden». Понятное дело, это можно интерпретировать узко, что там есть и вот эта вот сцена, где он Холлорана убивает, единственного афроамериканца, который пытается спасти семью, но первый оказывается убитым, и прочие отсылки. И для меня здесь, знаешь, на самом деле есть очень для меня интересный линк. Мы недавно с тобой смотрели Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой». Мгм. Просто великолепное кино. Э, Хочу пересмотреть его еще раз. И помнишь, там есть вот эта милая ужасная секта, клуб различных приключений, Мгм. куда там хочет Шон Пенн попасть, Мгм. да? И для меня на самом деле «Сияние» в каком-то смысле — это вот про этот клуб рождественских приключений. То есть отбитых, на самом деле, людей, которые в какой-то момент просто становятся коллективными или просто единоличными монстрами. И потом, через какое-то время, в общем, все начинают осознавать, а что вообще это было? Что это вообще было за ужасы нацизма, геноцида или даже домашнего абьюза, да? То есть вот как это должно все соркестроваться в какой-то момент времени и сойтись, что люди становятся просто животными, понимаешь? И для меня история Кубрика, наверное, вот про это, про то, что, смотрите, ребят, в какой-то момент просто звезды сойдутся так, что будет, да. Ну, это в целом, мне кажется, подход Кубрика к кино. У него есть такие истории. Ну да, «Доктор Стрейнджлов», Да, например, «Заводной да, и апельсин». «Заводной апельсин», да. Он в целом очень любит истории про общество, которое на самом деле, в общем, иногда выполняет такую как бы странную функцию, да, немножко лицемерное вообще отношение к Блин, своим ну знаешь, что интересно? гражданам. Ты когда рассказывал вот эту теорию про геноцид и все такое, у меня такие были сейчас флешбеки в роман, потому что в романе очень большой кусок текста посвящен как раз-таки расследованию Джека про Аверлук, и мы узнаем, что это действительно было гнилое место, которым управляли очень подозрительные люди, и мафиози, и притон там был, и там чего только не И происходило. убийство, И убийства, самоубийство, да, да, и все подряд. его и притоны, не притоны, какие-то странные вечеринки в костюмах собаки, и там же постоянно вот этот лейтмотив, что «снимите маски, да прольется кровь». И ты понимаешь, что, ну, здесь, кажется, реально какой-то бесовщиной занимались эти люди. И вот ты рассказываешь вроде бы мне про фильм сейчас, и вот эту часть с геноцидом, у меня картинки просто идут из романа. Но в романе как будто этого нет. Нет, в романе В нет. романе, на самом деле, мне очень нравится эта сцена с расследованием, с Мгм. этим, знаешь, это вот как отель «Будапешт», это красивая картинка, но только отель «Оверлук» с кучей-кучей подземных этажей, Да. где скрыто вот это все ужасное, странное, страшное и так далее. Но для меня это всё некая такая вот сущность, если ты помнишь, в конце романа, когда у Джека вместо лица начинают Да, появляться вот лица эти вот другие. разные лица. Это напоминает мне сцену из «Терминатора», где он там в этом, в жидком металле в конце тонет, Мгм. да. Вот, то есть у Кинга это все равно нечто вот типа какое-то коллективное такое вот, Да, инфернальное, а у Кубрика нет. Он на самом деле более, в каком-то смысле реалистичный, в каком-то смысле, 100%. да, если так можно сказать. Мне нравится еще комментарий был тоже у Кинга, что когда он комментировал, почему ему не нравится экранизация, он говорил в том числе про отель и про вот эту мистику, что
Кубрик слишком много пользуется интеллектом и не способен пользоваться чувствами, чтобы почувствовать силу отеля и добавить вот эту мистическую часть в свой фильм. То есть Кинг как будто ему не хватает в экранизации Кубрика как раз-таки мистики, которая у него вдруг появляется в конце романа на 100 страницах. Это просто тоже интересный коммент. И мне кажется, что ну, есть две просто разные субстанции. Это Кинг «Сияние» и Кубрик «Сияние». И в каком-то смысле через эти произведения они просто проявили не только себя, там, свое творчество, но некое свое мировоззрение глобальное, да. И 100%. мне кажется, столкновение Кинга и Кубрика, оно мировоззренческое. Потому что, 100%. когда он говорит, ой, это холодно, это жарко, это еще что-то, ну, это как бы достаточно на поверхности. Мне кажется, это просто два титана, которые схлестнулись, да, и все. И здесь это просто какое-то гигантское, на самом деле, несовпадение. И интересно смотреть на эту битву. Интересно смотреть и сравнивать Мне знаешь, эти что произведения. нравится вообще в искусстве? Что можно взять одно произведение, одну идею и создать вообще 2 разных произведения. Даже представила, что если бы Кинг снял, а не написал, например, это же было бы 2 вообще разных фильма. Или если бы Кубрик написал тоже на ту же тему, это было бы 2 разных романа. И мне здесь нравится, что все таки в произведении идет автор. В авторском кино или вот в литературе, и это очень Автор круто. торчит. И мне Автор очень нравится, торчит. что это одно произведение, да, одна основа, но вообще 2 разных мира, и это вызывает то есть это как будто не должно вызывать спор, что лучше, что хуже или как-то так, а это просто интересно исследовать оба направления. Что у этого, что у другого. Но ты не сказал, про что для тебя книга. Ох, ну, я как-то попытался, наверное, сформулировать. Но для меня книга — это больше про, ам, что-то подсознательное, что-то вот инфернальное, что разрушает человека, и иногда этому невозможно сопротивляться. До последних 100 страниц. Ну да, да. То есть это что-то, что тянет на дно бутылки, да, что заставляет кого-то, не знаю, там, убивать, кончать жизнь самоубийством и прочее, и прочее. Исследование вот этих темных материй, но перекладывание ответственности на что-то вовне, Мгм. да, что на самом деле это отель виноват, Это это не я еще кто-то виноват. виновата. Да, и мне здесь, честно, я сразу перейду к своему Мгм. вердикту. Здесь Кубрик мне ближе. Может быть, в какой-то момент он более холодный, более рациональный, но его мировоззрение не то, что мне ближе, как картинка мира, но мне кажется, оно более целостное, более собранное, оно острее, чем у Кинга. Вот это вот как бы все в этих материях, да, можно вообще просто заблудиться. Ну, я тут, наверное, с тобой соглашусь, потому что хоть мне вот опять говорю, что роман мне нравился первые 400 страниц. Потом, когда мы ушли в мистику, Блин, это много, у это меня какой-то много. прикол есть с этой мистикой. Она для меня слишком все обесценила, что ли, испортила Ну, сюжетно. ты же все таки знала, что ты читаешь, Да, нет? я знаю, но не сдерживай. Не знаю, почему. Просто это был другой роман. Но не суть. Я соглашусь, что для меня, если мы будем как-то перекладывать, ну, как-то сюжет и мировоззрение, что именно про что нам автор говорит, то для меня, наверное, Кубрик тоже будет ближе его позиция, ближе его мировоззрение, чем мировоззрение Кинга. Видишь, я сломалась на моменте, когда пришла мистика. То есть это не мое мировоззрение. Ну, она была, просто Да, она но была меньше, она она была для меньше, меня да. все это было метафорой до того, как не стало буквальностью. И мне это тяжелее дается, и мне, правда, очень не нравится в сюжете вот эта история с оправданием, хотя я понимаю, что это очень честный какой-то персонаж. Но если выбирать сюжет, то я тоже выбираю Кубрика. Так что у нас с тобой уползает топорик Кубрик. к Кубрику. Интересно, что есть еще одна экранизация «Сияния» 97 года, которая называется не просто «The Shining», а называется Стивен Кинг's «The Ну, что он Shining». там сценарист. Да, я, честно, не смог этот фильм посмотреть, потому что я начал смотреть первые кадры, и я понял, что это, в общем, не мой кусок пирога. Я просто посмотрел отдельные фрагменты, какие-то ключевые, важные, и я посмотрел еще сравнения. Есть Мгм. классные видео, где просто покадрово какие-то ключевые сцены сравниваются. Посмотрите, и вы поймете, что на самом деле в кубриковском «Сиянии» все прекрасно с актерской игрой. Все идеально, потому что там Interesting.
Это просто, ну вот, есть там, не знаю, буквально там 20-минутные ролики, вот, но, там Дэнни такой, что там хочется просто уничтожить всех сразу с, первой минуты. Но удивительно, что, Кинг сказал, что ему эта экранизация ближе, теплее, Но он она ее идет там, писал, что мы хотим. она идет 5 Мгм. часов, да, вот, выглядит как мыльный сериал. Сори, что так обесцениваю, но мне вообще, не понравилось. Но интересно сравнить, да. 5 часов я не буду призывать смотреть это, но посмотреть кадры. И, конечно, там очень много, что ближе к Ну, тексту. 5 Да, часов, ближе к собственно, тексту. есть шанс что-то раскрыть сильнее. Вообще, если делать по сиянию сериал, там можно в целом очень сильно раскрыть всех Да, мне персонажей. кажется, интересно. Мне кажется, что однажды кто-то возьмется, но очень должен быть какой-то талантливый Мгм. автор со своим виженом, да, который бы Да, и мог всю эту понять, как историю раскрыть. визуализировать вообще все эти голоса, и все это может быть очень интересно. Да, да. Ай, За сюжет тогда топорик у нас Кубрику. улетает в Кубрика, да. Пиу. Окей, всё. Давай выберем с тобой здесь по одной любимой сцене из романа и из фильма. Просто интересно даже сравнить, что где на нас посильнее подействовало. Я могу начать. Моя любимая сцена из романа, начну с книги. А, Это сцена, в которой я впервые почувствовала леденящий холод и какой-то суперсильный страх, потому что на самом деле, когда я читала роман, я ждала момента, когда он меня напугает. Но все таки это хоррор. И сначала меня ничего не пугало. Но когда произошла сцена, где Венди и Дэнни уезжают куда-то в город, в библиотеку или за покупками, и Джек остается один в отеле и идет подстригать живую изгородь вот этих зверюшек перед снегопадом. То есть у него же за работа, он же работает, ему надо их подстричь. И когда он приходит на эту площадку с живой изгородью, кстати, важное отличие, что ты уже говорил, что в книге нет лабиринта, но в книге есть вот эта живая изгородь, вот эти зверюшки. В фильме, наоборот, их нет. И когда он ловит какой-то глюк, что эти зверюшки начинают оживать, следить сначала за ним, а потом, когда он отворачивается и не смотрит на них, они буквально начинают передвигаться. Там 2 льва, которые начинают его преследовать, собака, которая меняет свое положение. И я помню, что тогда я ещё ощутила какой-то супер-мега страх. Знаешь, даже не потому, что они двигаются, и это какая-то мистика сейчас происходит, а потому что я как-то так сильно подключилась к Джеку и представила, что он находится один посреди ничего, с этим отелем, пустующим, гигантским пространством. Вообще пустые пространства меня очень сильно пугают, в которых нет жизни. И он находится на улице, и ни Венди, ни Дэнни, и я почему-то испугалась, как будто бы я там оказалась. Мне стало так не по себе за него и за себя, и в этот момент это вот первая точка моего страха была в книге. А на меня почему-то эта сцена, наоборот, подействовала так, что я подумал: "Что за Гарри Поттер вообще?" То есть для меня вот эти какие-то кусты ожившие, потом еще там Холлоран приезжает с ними. То Ну, есть это для вообще меня странно было. да, да, ну, то есть для меня, может быть, я не поймал эту какую-то модальность, да. Вот для меня это был какой-то Гарри Поттер, да. Прикольно. Ожившая изгородь, я думаю, ну все понятно. То есть в этот Плакучая момент ива. то есть у меня вот все, Мгм. что outside of Overlook, да, для меня это какое-то, знаешь, типа другой вообще Мгм. какой-то жанр. Внутри отеля как раз, да, там какого-то больше хоррора. Вот, но интересно, как на нас, совершенно по-разному подействовало. А для меня сцена много классных хоррор-сцен, правда, в романе, но мне почему-то нравится не хоррор-сцена, а мне нравится вот эта вся, часть, про то, как Джек находит историю Мгм. Оверлука, Это он находит клёво. вот этот альбом, и для меня это было очень неожиданно, потому что это написано очень подробно, как он начинает изучать, а когда Мгм. отель появился, а как он переходил между владельцами. Заметки Какие-то газетные. заметки, да, то есть это прям такой true crime. Ну И это да, действительно прикольно интересно было. сделано. Это прям, клёво, потому что для меня вот этого слоя оверлука не было в кино. Мгм. Потом он еще шантажирует Улмана, и интересно, что он хочет написать книгу про оверлук. Мгм. И там тоже есть отдельная сюжетная линия, что он вообще приезжает в отель писать пьесу, а потом ему вот этот альбом как некий инсайт, что смотри, чувак, это супер интересно, это мир полон тайн, интриг, и его как писателя вдохновляет эта история. И меня это прям очень сильно, ну, как бы заинтересовало. Вообще, как человека, который тоже иногда, знаешь, вот что-то озаряет, да, и ты эту идею начинаешь в нее верить, сомневаться, копать. И это классно. То есть это прям клевый момент, который, на самом деле, не хоррорный,
но в нем тоже много какого-то саспенса, в нем много расследований, и мне прям вот, не знаю, он... а, Ну да, это очень клёво. Он же потом едет в эту библиотеку смотреть какие-то архивные кадры. Это да, это супер увлекательно. И тут есть детективный момент, а кто оставил здесь этот альбом, и почему он единственный Да, здесь кто... не испортился от влаги, от всего. Он же там просто выглядит хорошо, и он его постоянно пересматривает. И мне еще нравится, знаешь, с этим отелем и с этой историей, что он решил написать книгу. Это, знаешь, тоже про одержимость, что он нашел какой-то вот золотой слиток, который теперь Не любой отдаст. ценой он должен воплотить. То есть плевать на то, что небезопасно ни для него, ни для жены, ни для Дэнни. Он останется здесь, чтобы это Он сделать. нашел мотивацию, да? Это вот это интересно. Да, это клевая сцена, мне тоже очень нравится. А если брать фильм, сцену из фильма, Как-то я вот вчера пересматривала, тоже пыталась найти, а какую бы сцену я выбрала, потому что сложно выбрать любимую сцену, потому что все такое жутенькое, знаешь. Я просто, наверное, сцену, которая мне нравится по постановке, по ощущениям, которые я испытываю. Эта сцена, и, кстати, тоже интересно, что этого нет в книге. Это сцена, когда Джек уже сходит с ума, и Венди прячется наверху, но вот она решает спуститься, чтобы поговорить с ним, добыть еды и так далее. И она спускается к его вот этому кабинету гигантскому, где он печатает за машинкой, подходит впервые к машинке и видит, что он всегда, все время печатал одну и ту же строчку, что там нет никакой пьесы, никакого романа. Там просто вот эта строчка. ну, это культово. Еще как ее голова вот так вот Да, вылезает это так круто. медленно. Вот этот экстремально снизу И поставленный она кадр. долго еще Она и смотрит. Она смотрит. хочет перепроверить, может быть, там будет страничка, где он написал Написал, что-то нет, нормальное, там да. меняется форма этого текста. И вот этот момент, когда она в ужасе, и Джек выходит из-за угла абсолютно черный, как тень. То есть он как вот тень из Алан Вейка. Черная Он сущность, темная медленно сущность. подвигается. Да, и начинается вот эта жутчайшая сцена, где он Длинная, за да. ней гонится. Ну, не гонится, а идет медленно по этой лестнице, она отбивается. Но вот эта сцена, когда она это осознает, и я помню, я как зритель, когда впервые это увидела, у меня был катарсис. Я думаю, ни Да, хрена ж ничего себе. себе! Еще и разной формой напечатал. Но это типа просто культовое. По-моему, это помощник Кубрика все это делал, Офигеть, понимаешь? прикинь, Да, сколько ресурсов было да, потрачено. да, классная сцена, классная Мгм. сцена. Очень много сцен в кино, которые мне нравятся в «Сиянии», но, наверно, самое гипнотическое для меня — это сцена, где Дэнни ездит на Велик. трехколесном Мгм. велике, да. Еще «Сияние» известно тем, что там, по-моему, впервые была использована технология Стадикам, Steadicam, да. стабилизации движения, такого плавного достаточно движения. Сейчас она повсеместно используется в кино. Но вот это сочетание, как он едет на велосипеде, и вот эти разные фактуры, Мгм. Звук, ковер, это было офигенно. плитка, да-да-да. И вот, он ездит, и по этому лабиринту в какой-то момент он натыкается на этих девчонок, прекрасных, да, останавливается возле, комнаты 237. 17. А, это в романе Но 17. да, в романе 217, в фильме это 237. Опять же, есть теория, да, известная, про комнату 237. Не знаю, будем мы с тобой об этом рассказывать или нет. Все ее знают, мне кажется. Да, все, ну, понятно, Все знаете надо это. погуглить. И вот эта вот секвенция с великом, ну, для меня это Мгм. просто вот какая-то магия кино, магия ритма, вообще сочетание музыки и кадра. И вот мы вчера с тобой пересматривали, я помню, я закрывал глаза, и я на этом велосипеде, понимаешь, Не дай бог вообще. езжу, да. Опять же, в романе этого нет, да, Да. там нет какого-то, этого Ну да. велосипеда, на котором он... То есть это очень прям киношная придумка, невероятная, мне кажется, которая потом цитировалась, кучу времени. Джек швырнул пачку крекеров через небольшое помещение. Она ударилась о полку с консервированными супами и упала на пол. Он посмотрел на коробку, вытер губы, а потом взглянул на часы. Почти 6:30. Он провел здесь уже несколько часов. Его заперла жена, и он провел в заточении уже много бездарных часов. Он начинал думать, что стал немного лучше понимать проблемы своего отца. Теперь до Джека дошло, что он никогда не задавался вопросом, что послужило главной причиной превращения его папочки в горького пьяницу. А на самом-то деле, если посмотреть в корень и принять во внимание то, что его бывшие ученики называли бытовухой, разве не стоило искать объяснение в личности женщины, на которой он женился? Мягкотелая, податливая, тряпка, а не женщина, которая вечно слонялась по дому с мученическим выражением на лице. Не она ли стала ядром, прикованным к ноге отца? Нет, сравнение хромает. Мать никогда не предпринимала активных попыток лишить отца свободы, как поступала с ним самим сейчас Уэнди. Ну что, наверное, сейчас самый интересный для меня лично сплит.
хотя не все интересные, но этот прям очень сильно. Третий сплит у нас посвящен с тобой разнице языков искусства. То есть у нас с одной стороны есть язык литературы, слово, а с другой стороны есть киноязык, это визуальный язык. И вот интересно посмотреть, как по-разному они работают, как по-разному они воздействуют. И, наверное, здесь также будет интересно сравнить, почему в фильме появляются какие-то образы, которых не было в книге, либо сцены, и наоборот, потому что не все можно литературное воплотить в кино и наоборот. Но мы хотим, напомнить, объявить, что у нас есть телеграм-канал, ссылочка будет в описании, где мы ежедневно проводим мини-сплиты, мини-турниры прикольные, интересные, даем рецензии на фильмы, которые смотрим. В общем, если вам интересен в целом этот формат, на ежедневной основе, то приглашаем подписаться. Да, у нас там много клевой активности. Иногда мы параллелим ее с нашими большими выпусками, да, но там очень много тематического, ситуационного что-то, вот, поэтому запрыгивайте в Но телеграм-канал. точно у нас под выпуск этого видео будет какой-нибудь турнирчик по Кингу, по экранизациям. Так что если вы хотите Обязательно, поделиться своим обязательно. мнением и поучаствовать в выборе лучшего, то приглашаем. Итак, стиль. Назовем это стиль, язык кино, язык литературы. Он такой интересный батл, да, потому что Мгм. это совсем разная территория. И мне кажется, вообще в целом, знаешь, люди делятся. Кто любит книги, кто любит кино, кто любит видеоигры. Как будто всегда надо служить какому-то одному богу, вот что-то выбрать, Мгм. да. И мне кажется, люди, которые выбирают книги, они всегда, в общем, кино как-то смотрят, да, с подозрением. То же самое есть и про игры, да. Есть большое количество людей, которые для себя игры выбрали основной формой медиа, вот, потребления, да, восхваления. А давай попробуем разобраться с «Сиянием». Что вообще есть, Кинг как писатель? Мне кажется, что Кинг, мы вот говорили про Кубрика, что он очень разнообразный, но мне и Кинг кажется достаточно разнообразным, потому что вот мы с тобой вспоминали то, что мы читали, например, в подростковом возрасте, то, что ты там читал новое сейчас у Кинга. Мне кажется, у него все таки есть какая-то ветка условно-мистическая, где вот реально отель может быть сущностью, которая, э, пленует людей и сводит их с ума. Есть, мне кажется, какая-то ветка все таки связанная больше с метафоричностью. Это как вот первые 400 страниц, романа, которые я читала, что все, что происходит, это все таки метафора на что-то. И мне кажется, есть у него ветка из разряда «что будет, если?». Это как, «Долгая прогулка», это как Бегущий. «Бегущий», да, то есть какой-то эксперимент, какая-то вот такая заманушка интересная. Давайте посмотрим, что будет, если там мобильник, например, тоже, по-моему, из этой оперы «Под куполом». Что будет, если город накроет невидимый купол? Что будет, если откроется временной портал и можно будет переместиться в один день и исправить прошлое? Мне кажется, есть вот такое у него направление. И для меня, наверное, самое интересное направление — это, конечно, вот это фэнтезийное «что будет, если?». Для меня Кинг, очень разносторонний, М, но удивительно, что я больше люблю его реалистичные, вот я тоже. произведения, хотя он ассоциируется с королем ужаса, с чем-то мистическим. Но самые классные истории для меня, на самом деле, не мистические. Мгм. Это, например, там, условно говоря, «Побег из М. Шоушенка», да, или, «Билли Саммерс», или какие-то другие его произведения. Вот, поэтому для меня, на самом деле, Кинг, он такой многосоставной. То есть явно он талантливый романист, у него огромное количество произведений. В принципе, у него, мне кажется, есть какая-то генеральная линия, борьбы Со злом. добра Мгм. со злом, да. И вообще много, на самом деле, гуманизма в его произведениях, много исследования и, подросткового возраста, детского возраста, отношений в семье, в обществе. Как бы, как будто он обо всем, да, при этом, конечно, у него есть, какая-то своя эстетика. Но мне кажется, что в отличие от Кубрика, Кинг — это писатель для каждого свой. Да, и у каждого есть какое-то свое представление, интерпретация. Вряд ли кто-то прочитал всего Кинга, да, вот, но скорее это какая-то такая мозаичность из разных произведений и своего некого образа вообще, писателя, да. Но при этом, если чуть-чуть углубляться, там, знаешь, в приемы и в какие-то фишки, конечно, Кинг очень изобретателен.
даже если взять сюжеты условно там мистические, да даже реалистичность перемещения во времени, окей. Мгм. Ам, это всегда какая-то креативная все таки концепция. Даже Козлу он подходит креативно, да, он же выдумал, что зло в отеле. Это же интересно очень сделано. И, конечно, ну, мне кажется, Кинг как, классический писатель, типичный писатель, у него очень много образности. И в целом мы с тобой тоже обсуждали, когда читали книгу, что у тя вроде бы сюжетно мало чё происходит, но наверчено вокруг этого так много. И я даже обвиняла его в графомании в какой-то момент, но мы тут сложно точно говорить, потому что это все таки перевод, и надо сравнивать с оригиналом, насколько, наверчено здесь переводчиком, а не самим Кингом. Конечно, есть такое растекание немножко, знаешь, утолщение материи текста. Да, он очень образный, он Очень правда образно. многосоставной и действительно креативный. То есть его романы просто читать интересно и много неожиданностей, Мгм. особенно когда не читал. И один из его романов "Институт", один из последних. Я очень ждал экранизацию, но посмотрел трейлер, и мне кажется, они абсолютно слили, М. эту историю. Но там вроде бы окей, мне сейчас покажут историю про некий институт, где производят опыты над детьми. Кажется, как будто такой Strange Things, да? Хотя Strange Things, конечно, после Кинга появился, да, Мгм. но в каком-то смысле Strange Things — это как квинтэссенция Кинга без, Кинга. Но возвращаясь к институту, это оригинальное по структуре произведение, да, в котором есть большая тема, и неожиданное раскрытие вот все равно каких-то событий, персонажей. Вот, поэтому да, Кинг такой объемный, разный. Иногда, честно, мне становится читать, невыносимо. В "Сиянии" есть какие-то моменты, вот этих вот, страданий, или вот эта секвенция с Холлорном, который никак Который не никак не доедет. доедет. Да, то есть я не могу сказать, что все для меня одинаково. Да. В какие-то моменты я ловлю себя на разных эмоциях, поэтому я не хочу прям говорить, что Кинг — это, господи, я прям каждую книгу фанатею. Наверно, последние книги мне даже нравятся больше, потому что они как-то стали четче, структурированнее, да, в них вот пропало вот это семидесятническое что-то, да, когда он вытаскивал из себя, Мгм. реального автора. Поэтому нынешний Кинг как будто мне даже Мгм. нравится больше. Надо почитать мне тоже. Почитай. Хорошо. Кубрик. Кубрик. Что есть Кубрик? Что есть Кубрик? Вот это машина, я тебе скажу. Кубрик — это масштаб. Конечно, может быть, однажды мы с тобой вообще, не знаю, там сделаем выпуск отдельно про Кубрика, посплитим его фильмы. Я думаю, что обязательно сделаем это в своем телеграм-канале. Мгм. Интересно, какой фильм победит. Но Кубрик, как мы уже с тобой сказали, это, абсолютно разные произведения по стилю, по эстетике. Но при этом везде узнается Кубрик, да, Мгм. везде узнается его tone of voice. И мне кажется, что Кубрик — один из любимых режиссеров у режиссеров. Ну, блин, Так же, как и конечно. Хичкок, да. Мгм. То есть многие, когда начинают говорить вообще, какие фильмы, Барри Линдон обожают, все. Цельнометаллическая оболочка, наверное, меньше, но если взять "Космическую О Одиссею", да. огромное количество историй, когда, кто-то в детстве посмотрел, и это вообще изменило восприятие, и после этого, человек вообще переоткрыл вообще в себе ощущение Мгм. от кино или пошел заниматься кино. Мне кажется, Кубрик — это такой вот, да, режиссер для режиссеров. Ну вот да, ты сейчас сказал про "Одиссею". Я подумала, что, часто есть комментарий, что фильм Кубрика — это какой-то метафизический опыт. Это не просто просмотр фильма. Этот фильм что-то с тобой делает. Я не про эзотерику, а просто какое-то такое сильное влияние на зрителя, Мгм. что ты вот смотришь эту "Космическую Одиссею", там же, ну, там есть сюжет, но там есть и много чего-то. Вот эта 30-минутная секвенция с обезьянами в начале, да, и вот эта подкинутая кость, которая превращается в летающий корабль, Или космический корабль. "Космический младенец", Да, также. это же непонятно, но это эмоционально. То есть ты можешь очень долго не понимать, что это все значит, и, возможно, твоя версия отличится от версии твоего друга и так далее, и от самого Кубрика версии. Но ты проживешь какой-то экспириенс, и каждый фильм Кубрика — это какой-то экспириенс. Мне кажется, он иногда просто проводил опыты над зрителем. Вот трехчасовой Барри Линтон. Насколько вы готовы выдержать вот это медленное, тягучее кино, в котором я вам буду показывать судьбу этого героя? Или насколько вы выдержите "Заводной апельсин"? Это очень жестокое кино. Насколько вы сможете за этим наблюдать вообще? Вы выйдете из зала или нет? И мне кажется, он такой, знаешь, он бросал вызовы сам себе, он бросал вызовы, в моей интерпретации, зрителям. Еще, мне кажется, Кубрик — это очень... Почему, мне кажется, его так многие любят и почему у него
так все масштабно и клево, потому что он не боялся экспериментировать с техникой даже. Ну, то есть он бросался в технические эксперименты, снять в «Космической Одиссее» вот эти сцены с летающими, почему их называют летающие корабли? С космическими кораблями. Это же были фигурки подвешенные. Я, помню, читала книгу про «Космическую Одиссею». Но там очень увлекательно читать о том, как он это все собирал, как он писал этот сценарий. И просто, мне кажется, у него даже технически это очень Он очень интересно. технический режиссер. Я говорил про Steadicam, который был использован в «Shining», уникальные съемки в «Одиссее». Билли Да, Миллиган уже, хочу сказать. оттуда возникла Барри теория про то, Линдон. что он фальсифицировал «Высадку на высадку Луну». на Луну, да. Поэтому это, с другой стороны, очень технический режиссер, да, технически изощренный. И еще для меня это режиссер а, с большим количеством интерпретаций его произведений, Да-да-да. как Линч, на самом деле. Да. Я думаю, будет ли у нас с тобой хоть один выпуск, где мы не упомянем Линча, но известная история про «Сияние», что, во-первых, Кубрик был фанатом «Головы ластика», Мгм. и он заставлял всех смотреть «Голову ластик» перед «Сиянием», потому что то, что создал Линч в «Голове ластик», вот это вот ощущение некого такого ужаса, да, вообще странного, он хотел и в «Сиянии» задать некий вот такой вот ритм, поэтому многие его фильмы, они головоломки, Мгм. да. Куча интерпретаций «Сияния», а что на самом деле он подразумевал в «Широко закрытыми глазами», Да. да, а что такое «Космическая Одиссея». У него не так много фильмов, на самом деле, да, но все они как некие такие ребусы, Да, да, это и очень поэтому круто. к ним интересно Мгм. возвращаться снова и снова. Ну, а давай, уйдем в «Сияние» и посравниваем, наверное, конкретные какие-то вещи, которые проделывает Кинг, а которые проделывает Кубрик. Например, у Кинга мне очень понравился прием с введением вот этого какого-то голоса. То есть помнишь, там идет текст, в котором нам Мгм, идет мгм. рассказ, иногда это мысли Джека, Потом Дэнни или Венди, курсивом. и у тебя вставки прям посередине абзаца, может, то есть слово прерывается, вот эта вставка курсивом, какой-то голос Дэнни или что-то еще, или какой-то монолог начинается. И дальше у нас продолжение абзаца. И мне это очень сильно нравится, что вот этот голос, он на самом деле введен с самого начала. Но если первые 4 страницы читала его как внутренний голос, то потом это стало голосом отеля очевидным. Вот этот прием мне очень понравился. Я понимаю, что это сложно ввести в кино. И нам же даже вот этого Тони Кубрик вел через палец, да, а не через внутренний монолог. То есть это все равно был какой-то визуальный прием, чтобы это Там показать. закадрового голоса Нет. нет, и мне кажется, это плюс фильму. Конечно, это бы все испортило. Мне нравится, как это показано деталями все таки у Кубрика. Но вот у Кинга этот прием, я прям очень приятно была им удивлена, как это клево введено. Это первое. Второе, что мне очень сильно понравилось, это, конечно, образность, про которую мы говорили у Кинга, что понятно, он как литератор очень много дает образности, но есть один прием у него в этом романе, который меня зацепил. На самом деле здесь лейтмотивом идет образ осиного гнезда. М. И если вначале он просто появляется как артефакт, который больше показывает Джека как немножко безответственного отца, то есть он находит осиное гнездо, когда ремонтирует крышу, убивает там всех ос и решает, что это отличный подарок для его сына. Именно вот это осиное гнездо Пустое. пустое, да, он как бы убивает этих ос, и он ставит это гнездо прямо на прикроватную тумбочку у Дэнни. А Венди 100 раз у него спрашивает, уверен ли он, что все осы умерли, ничего ли не угрожает Дэнни. Он такой: «Нет-нет, все супер». А ночью оказывается, что гнездо полное ос, и они жалят Дэнни. И, конечно, Уэнди здесь очень злится на Джека за его безответственность. Джек не понимает, какого чёрта произошло, он же всех убил. Дэнни там весь искусанный, ужаленный. И сначала кажется, что это вот образ про отца, который чё то натворил. Но потом этот образ появляется еще дважды. Помнишь, там флешбэк в детство Джека, где Так. то же самое проделывает отец, а потом еще одно сравнение, и мы понимаем, что образ этого осиного гнезда — это типа отель. Мгм. И потом у меня все схлопнулось, Ну, не что впрямую это говорится, да, не, как бы мы это все сами через образы создаем становится, этот да, образ. становится понятно, что этот отель, и вроде бы Джек этот отель, это гнездо обезоружил своей домовой вот этой шашкой, но ночью эти призраки ос восстали и начали жалить Дэнни. И это так клёво работает. Этот образ просто реально в начале, в середине, в конце. И в конце он схлопывается с вот этой первым упоминанием. Это было так офигенно. Вот это мне нравится в литературе, что у тебя просто что-то может вот так сработать красиво. Просто в кино бы такой образ навряд ли бы сработал, именно такой. Я думаю, да. Я думаю, здесь именно сила литературы в этом. Мгм.
Для меня в «Сиянии» классно работает переключение между персонажами. Да, очень хорошо. Они переключаются между собой. То есть мы понимаем, что сейчас будет тональность Джека, сейчас тональность Дэнни, Уэнди, да, Холлорана. Мы переключаемся между ними, и меняется стиль изложения, язык изложения. В романе достаточно много флешбеков, есть форварды, да. Есть какие-то события, которые мы не понимаем, существуют они или не существуют. Поэтому это вроде бы такая, знаешь, как бы классические литературные Мгм. приемы, и здесь они прям набросано все тут есть, да, но при этом это читается, воспринимается действительно интересно, как некое такое мозаичное произведение, которое вот мы собираем. В фильме, конечно, Кубрик сконцентрировался на чем то конкретном, как будто бы там нет, м, ничего от лица конкретных героев. Ну, там больше, да, как-то Есть со некая стороны. некая камера со стороны, которая наблюдает за всем, Мгм. как будто тональность не слишком, меняется, да. Мгм. Нас не перебрасывают в прошлое, нас не кидают в будущее, нам показывают, то есть это вот некий такой просто, камера наблюдения, да, которая подвешена где-то, я не знаю, там, Мгм. над планетой Земля с суперзумом, который снимает вот этот вот, объект. И мне кажется, здесь, вот в каком-то смысле это прям такой метаобраз литературы или кино. И Кубрик, мне кажется, круто, что он не переусложнил. То есть Мгм. он, скальпелем отрезал все лишнее. И классные, талантливые режиссеры, они убирают все Оставляют и всё. оставляют то, что работает в кино. Поэтому препарировать вот эту вот пятистраничную книгу, да, выбросив оттуда все, что не Но и работает, это очень добавив классно. кинематографии, о господи, добавив кинематографии. Я вот хотела, Кинематография. да, сейчас перейти к тому, что при этом, у Кубрика действительно многого нет, что есть в романе, но есть вещи, которые, мне кажется, обалденно работают именно в кино. Например, сцена, которую я упоминала в «Любимых» из, «Сияния» Кубрика — это момент, когда Уэнди спускается в кабинет Джека и обнаруживает вот эти листы, что он писал постоянно одну и ту же фразу. Этого момента нет в книге, и мне кажется, он очень визуальный, потому что там не сказано ни слова. Мы видим просто происходящее, вот этот её взгляд, когда она видит эти листы, начинает их перелистывать, и мы видим эту фразу. Ну, то есть она же ей же исписано всё. И так прикольно, что это исписано разной формой, и это именно визуальный момент. И тут все схлопывается еще. Мгм. Это очень минималистичный момент, он очень кинематографичный, потому что в этой точке мы понимаем, что Джек Мгм. окончательно, да. Это не какие-то фантазии, это, в общем, Да, ку-ку. это Вот прям столько расписать, да, вот этой вот, фразы. фразочки, да, это, конечно, классный момент, но он, компактный, да, он компактный, потому что мне кажется, что талантливый режиссер, он реально берет вот эту вот книгу тяжеленную, в Мгм. которой куча, лишних, диалогов, описаний, запятых и так далее, и превращает это в сценарий. Это как скальпель. Он режет, он убирает, лишнее. Мгм. Он оставляет только то, что работает. И мне, например, не очень нравятся фильмы, которые претворяются литературой. Иногда это бывает классно, как в «Барри Линдоне», Мгм. где это такая оправданная некая форма и Ну, это ирония. стилистический прием, Да, скажем да, так. эстетический прием. Но если вернуться к фильму и к приемам, которые использует Кубрик и добавляет, и это работает в кино, но не работало бы в литературе, я бы еще вспомнила, на самом деле, вот эту сцену. Мы уже вспоминали, что в книге нет лабиринта, но в книге есть вот эти живые зеленые изгороди. И мне кажется, что придумка Кубрика именно для кино, она лучше работает, потому что это очень визуальный образ. Ты видишь лабиринт, ты сразу понимаешь, что там, не знаю, нити Ариадны, вот этот Минотавр. Минотавр. Ты понимаешь, считываешь, этот миф здесь. Ты можешь какой-то слой достроить интерпретации. И очень клёвый, чисто кинематографичный кадр. У них же в отеле стоит модель этого лабиринта, и получается, что Уэнди и Дэнни уходят гулять в этот лабиринт, а Джек находится в отеле, просто склоняется над моделью и видит внутри модели как бы Уэнди и Дэнни, которые оказываются в реальном лабиринте. Но это просто кадр, возможный только в кино и невозможный в литературе. Но при этом, Хотя, может быть, его и можно было описать. И я, честно, считаю, что «Лабиринт», Кубрика подошел бы и, честно, Кингу вместо этих живых изгородей. И здесь как будто, знаешь, даже может быть некая реконструкция в другую сторону, да, что когда я, например, смотрел «Сияние», до того, как я прочитал роман,
Я как будто писал свой роман. Знаешь, вот, то Мгм. есть я как бы представлял, о чем бы мог быть роман Кинга. И для меня, конечно, было большое удивление, что он вообще на Ну вот самом я, деле про кстати, сейчас другое. думаю, что, наверно, почему-то мне кажется, что «Лабиринт» не так бы хорошо работал у Кинга, как работает у Кубрика, потому что все таки «Лабиринт» — очень визуальный образ с этими зигзагами, и именно погоня там очень хорошо работает, что Кубрик использовал, в принципе, в финале своего фильма. Кажется, что все таки изгороди вот эти работают у Кинга, потому что они оживают. Но для меня это было, правда, жутко, неприятно. Когда они у Холлорана появляется, это уже не так, прикольно, наверное, потому что это второй, там третий раз из-за романа, и это уже, правда, какая-то магия вне Хогвартса и так далее. Но вот «Лабиринт». И еще я вспоминаю, ты уже тоже упоминал проезд Дэнни по отелю. Это тоже чисто визуальный прием. Ты можешь это описывать в книге, но это так не сработает, потому что тебе надо это увидеть. Тебе надо опуститься на уровень взгляда этого мальчика маленького и ехать по этому отелю с высокими стенами, с этими постоянными летишащими дверями. И это просто чисто визуально. Еще звук вот этот меняющийся, ну, когда он едет с ковра на пол и на ковер. Это работает именно в аудиовизуальном ряду, но вряд ли будет работать в книге. Я с тобой согласен. Интересно, что еще в кино все-таки есть не только изображение, есть и звук, и в «Сиянии» великолепный саундтрек. Мгм. И интересно, что Кубрик пошел по пути так называемого эффекта Микки Маусинг, когда он практически все, что происходит в кадре, сопровождал Мгм. звуками. И в самом начале анимации это делалось, собственно, с Микки Маусом и прочими персонажами. Какое действие они бы ни делали, этому давался звук. И на самом деле это больше ассоциировалось с комедией, с жанром слэпстик, где кто-то падает, что-то происходит. То Кубрик был пионером в том смысле, что он весь хоррор построил на вот этих звучках. То есть Дэнни шагает по ковру, и Мгм. есть соответствие музыкальное. Джек приходит в комнату 237, и когда меняется его выражение лица, меняется музыка. То есть там есть вот эта вот ритмика, и в каком-то смысле «Сияние» — это тоже немножко комедий, ну, как бы это немножко такая сатира, это немножко комедия вот из-за того, как выстроен звук, как выстроен нарратив, как он ритмически работает, да. В литературе все таки такое, Мгм. ритмичное произведение создать, сложнее, особенно если это большой роман. Я предлагаю нашим зрителям все таки использовать конкретную оптику внутри формата. И, те, кто говорят: «А вот в книге было вот Мгм. это». Но посмотрите, здесь это работает на другие Да. задачи, на другие образы, да. И, ну, как бы глобально, мне кажется, почему мы с тобой задумали этот выпуск, оба произведения монументальны, оба произведения большие. То есть мы с тобой никогда не батлим что-то неравноценное для нас, да. Мгм. Нам скорее интересно зайти на эту территорию, чтобы разобраться, а что там работает, что там не Мгм. работает, почему это так воздействует, что там хорошо, а что могло быть лучше. Например, эти живые изгороди, да. Мне Да. кажется, Кубрик их не делал, потому что в 80-е годы это выглядело как говно. Ну, то есть с помощью чего это сделать? Давай попробуем здесь раздать Ох, топорики. у меня идея. Раздать по топорику каждому. Потому Окей, что даже спорить не и буду. то работает отлично в рамках своего медиума. Согласен. Да, согласен. Здесь, с одной стороны, лично кому, Что больше кто нравится, больше да. нравится, да, но, я здесь тоже согласен, что я, в общем, выступаю за оба эти Раз уж мы говорим, что медиумы работают по-разному, да. то и каждому И можно прочитайте, посмотрите. раздать, да. Окей. От отхватившего ее ужаса, казалось, даже утихла боль в боку, и она толкала себя вперед, не обращая внимания на сломанные ребра, конвульсивно цепляясь пальцами за перила. Достигнув площадки, Уэнди снова бросила взгляд назад. Создавалось впечатление, что сил у него не только не убавилось, но наоборот, прибывает. Он находился всего в 4 ступеньках от нее, правой рукой подтягиваясь за перила, а левой с молотком, отсчитывая ступени. «Я здесь, здесь, прямо у тебя за спиной», — произнес он, задыхаясь, словно прочитав ее мысли. «Уже совсем близко, с лекарством для тебя». Спотыкаясь, она побежала по главному коридору, прижав обе ладони к боку. Неожиданно дверь одного из номеров распахнулась, и из нее высунулась голова мужчины в зеленой маске вампира. Хорошая вечеринка, верно? Территория ужаса. Давай с тобой топорик отдадим Кингу или Кубрику. Что страшнее? Что страшнее?
Что больше действий? Где у тебя больше потели ладошки? Фух, очень интересно. Я сейчас тебе расскажу, где у меня потели ладошки. Я сейчас расскажу В тебе. ладошках? В ладошках у меня вот тут потели ладошки. Нет, на самом деле, интересный момент. Я уже упоминала, что когда я читала книгу, я прям ждала момента, на котором мне станет страшно. Мгм, Потому что сначала я читала книгу, и страшно мне не было. Мне было больше интересно, увлекательно погружаться в головы этих персонажей, в их психику, смотреть, что там у них было. Это было просто любопытно. И даже вот эти Дэнни видения меня не пугали. И там есть, совершенно сумасшедшее видение, когда они заходят в люкс, и он видит кровь на стенах. Это просто жутко, неприятно, но как-то это ок. Но, как я сказала, первый раз я испытала страх, читая книгу. Это вот момент с изгородью, когда Джек остался один. Ну, даже тут не изгородь меня напугала, а его одиночество вот в этом гигантском пространстве, где еще какая-то чертовщина происходит. И в целом это был первый раз. А второй раз, когда я очень сильно напугалась, это последние, наверное, 100 страниц, когда начался уже вот этот сам акт насилия домашнего, которое происходило в отеле, когда Джек окончательно сошел с ума, как бы отель его совел с ума, отель ему сказал, что, чувак, нам нужен твой сын, но твоя жена очень сильно мешает тебе нам его отдать. И вот с этого момента, когда у Джека начинается охота на Дэнни, мне было страшно все эти 100 страниц. Но перебивки были с Холлораном, постоянные вот эти главы, где он пытается доехать Где он просто сквозь 5 снег. часов, да, Вот ездит, здесь я прям ездит. выдыхала, я думаю, ну, тут можно расслабиться, Ну, наверно, побеситься. специально такой ритм, Да, потому книги что придумал. как только я возвращалась в отель к Дэнни, к Венди, там же еще бьется, что сначала Джек и Венди на этой лестнице, потом отдельно Дэнни по коридорам, потом Дэнни и Джек. И это настолько было мне страшно, что я сидела дома одна, уже было типа часов 10-11 вечера, и я просто реагировала на каждый скрип в подъезде. Я просто дергалась, потому что напряжение у меня было огромное. Хотя я понимала плюс-минус, чем все закончится, потому что я смотрела фильм. Понятно, что концовки разные, но тем не менее, вот эти последние 100 страниц, это было прям очень страшно для меня. Выходишь выбрасывать мусор, и там лифт открывается, и ты Пипец! оттуда. Мне реально я потом ходила по дому весь вот после дочитывания, мне было прям не по себе. Я давно такого ощущения не испытывала, что я как будто в этом пространстве все еще нахожусь, и меня пугают все эти образы. Я думаю, это связано с тем, что все таки книга работает с воображением, и то, как ты себе рисуешь картинку, вот такая она у тебя и представляется. Все таки фильм нам показывает картинку другого человека, который за тебя ее придумал. И она очень конкретная, она очень далекая от тебя. А эта картинка, она может быть очень близкой, потому что ты ее придумал. И вот это вот ощущение, что я вот с этой книгой, я вроде бы ее читаю, в процессе что то хожу по дому и делаю, я прям понимаю, что этот вечер был очень Ну, напряженный для книга меня. проникает, потому что всё-таки ты с ней находишься там Да, несколько и я с недель. ней взаимодействую, я ее как бы воображаю. У меня очень интересное отношение с, романом, Мгм. Кинга, Так, потому что первый раз, когда я его читал, я бросил. на каком моменте? Мне кажется, я бросил где-то читать страницы на 200, Мгм. и бросил я потому, что, мне стало невыносима вообще сама мысль, что отец может причинить насилие своему ребенку. Мгм. Моему сыну сейчас 5 лет. Наверное, когда я первый раз пытался читать, ему было там 2 или 3 года. И для меня это просто физически было невыносимо. Потому что я понимал, к чему сейчас все пойдет дальше, и там это достаточно психологически все смакуется. И я просто понял, что мне, вот знаешь, на уровне нутра мне просто Мгм. плохо. Я не могу. Я не могу просто пробраться через это, потому что эта тема, она мне как, отцу, который вот любит своего ребенка, и мне психологически это было тяжело. То есть когда второй раз я заходил, мы с тобой задумали этот выпуск, я уже просто поставил себе челлендж и, в каком-то смысле даже попытался дистанцироваться, да, вот, от этого. И, наверное, самое жуткое для меня все равно остается эта тема, да. Даже не призраки, привидения и прочее, а вообще тема отца, который способен, убить своего ребенка или вообще даже подумать о причинении ему какого-то, да, вреда, то в книге эта, тема очень сильная, она очень как бы мощная, да, она прям накручивается. В отличие от, а, кино, где на самом деле, ну, он ему вреда в итоге даже никакого не приносит, в отличие от, книги,
да, Мгм. где все равно есть и давление, и какие-то акты насилия, да, то в кино, слава богу, он даже его не догоняет ни разу, да. Да. То есть он в каком-то смысле такой остается бугименом или вот этим волком, который пытается там этих домик поросят, да, Мгм. задуть. То есть как будто... И мне нравится, что Кинг в этом смысле, вот с одной стороны, вроде бы территория там хоррора, но он, мне кажется, все как бы сделал более аккуратно, в отличие от Кинга, который не то что смакует, Кубрик но сделал, в отличие от Кинга. Кубрик, Ты да, просто сказал Кинг, Кубрик, в отличие от да-да-да, Кинга, на да. всякий случай. Да, Кубрик как раз сделал более аккуратно, потому что Кинг, подробно описывает, какие-то эпизоды, Ну, у него очень жестокая сцена с Венди, насилия, это просто жестокое. Да, это невыносимо. прям такой слэшер, это жесток Это ужасно. жестокая сцена. Вот, поэтому здесь для меня скорее хоррор был, вот знаешь, вот Мгм. на уровне самой, какой-то концепции, Я потому что согласна. для меня все таки кубриковское "Сияние", оно про другое. И я эти правила игры принимаю и понимаю, что я как будто смотрю некую более метафорическую историю, а не конкретную. Поэтому ужас в романе для меня связан с этим. Ну, я согласна. Ну, вот у тебя есть акцент на, типа, отец-сын, а у меня отец, о господи, мужчина и женщина, которая Да, вообще да. не защищена. И мы с тобой говорили о том, что у Энди есть вообще-то богатая своя история, почему она остается с Джеком и почему она не может от него уйти. Это же типичная история женщины, погрязшей в абьюзивных отношениях, которая не может ничего сделать. А тут они буквально Кристина, да. изолированная, она не может вывести ребенка, которому еще и плохо, ему угрожают, физически и ментально, и она просто ничего не может сделать, кроме как спрятаться в комнате, куда ему очень легко зайти. И вот эта ситуация, в которой: "А чё делать? А не хрена делать". Да, И да. она супер страшная, и она очень реальная. Поэтому для меня, когда вот появляется мистическая сторона, всё тут рушится, потому что это история про другое. Да, переключаются Типа, чё вы регистры, нас как будто это переключили все, на да, это? Это сейчас отель виноват. это отель, да, это Почему? некий Нет, образ, нифига. Тут есть чувак, который всё это делает от алкоголя, от неважно от чего, но это очень реалистичный чувак. И такие чуваки, и такие семьи ну, не только существуют. чувак, понимаешь, тут тоже все таки вопрос и женщины, которая позволяет это Но это делать, да, классическая вообще да. история абьюзера и человека, которого абьюзят. Это всё система. То есть это понятно, что оно взаимосвязано, оно взаимодействует. И люди выбирают друг друга не просто так. И мне кажется, Кинг очень хорошо эту психологию вообще показал предысториями и этих героев. То есть это реально работает. Это вот такая ячейка общества, которая реально существует в реальности. И вот это пугает, что здесь это в книге, но в жизни то же самое есть. И это пипец как страшно. Согласен. Но я тут согласна с тобой, что кубриковская версия меня этим не пугает. Она именно больше визуально может тревожить какими-то сценами, но именно чтобы момента испуга у меня нет в течение вообще всего фильма. Скорее, "Сияние" Кубрика действует на каком-то другом Мгм. уровне. Это даже не то, что ужас, а это какое-то внутреннее некомфортное ощущение, тревоги или какого-то вот состояния и смысла. Да, там есть скримеры, да, то есть есть какие-то моменты, которые пугают, есть эти образы, но скорее это какая-то такая мантра, аудиовизуальная Мгм. мантра, построенная на образах, построенная на определенной ритмике, которая воздействует, просто воздействует неким образом. То есть как будто в трансовое состояние нас вводит Кубрик. И есть очень интересная теория, одна из интерпретаций, когда можно, когда кто-то Да-да-да. наложил фильм, один, который, в хронологическом порядке, а другой реверс. Да, друг на друга. Друг на друга наложены эти изображения, и появляются новые смыслы, Смыслом, что да, это Кубрик круто. как будто бы сам придумал, свое произведение таким образом, что оно в прямом смысле многослойно. Оно действует как-то по-другому. Мгм. И скорее не как ужас, а как именно вот в каком-то смысле зомбирование, да, для того, чтобы мы считали, какие-то свои, возможно, смыслы. И для меня еще "Сияние" Кубрика, знаешь, похоже на какой фильм. Это вот при последнем просмотре, то с одной стороны, одна битва за другой у меня Мгм. всплыла, а с другой стороны, "Зона интереса". Ой, Как да. фильм, который тоже воздействует странным образом, да, где главный герой — это, в общем, нацистский офицер и его семья, которые Мгм. живут вообще рядом с лагерем, смерти, да, и вот там возделывают сады и притворяются, что все у Всё них, хорошо, да. хорошо, но при этом слышны звуки за Запах. за пределами, да.
И в каком-то смысле «Сияние» — это тоже как бы вот мы все притворяемся, что все хорошо, Мгм. да, а на самом деле нет. На самом деле есть что-то, нечто, я не знаю, как это назвать, Мгм. зло или какие-то вообще процессы, которые происходят, Мгм. в мире, да, которые приводят вот, к таким, последствиям. Но я так предполагаю, что Кинг пугает нас сильнее. М, я думаю, что да. Если говорить вот именно прям ужас и Мгм. что пугает, то да, то да. Тогда топорик отправляется Да, Кингу. окей. У нее дрожали губы, и на секунду ей показалось, что она произнесла эти слова вслух, но тишину ничего не нарушило. Тем не менее, у нее было неотвязное ощущение, что за ней наблюдают. Она резко повернулась к темному окну и увидела смотревшее на нее отвратительное бледное лицо с черными кругами под глазами. Лицо чудовища, которое пряталось все это время в одной из скрипучих стен. Но то был всего лишь узор, нарисованный морозом на внешней стороне стекла. Она выпустила из себя долгий шелестящий выдох ужаса, похожий на шепот. И ей послышались чьи-то сдержанные смешки, на этот раз вполне отчетливые. Ты уже пугаешься собственной тени. Если так пойдет дальше, то уже к завтрашнему утру палата в психушке станет для тебя самым подходящим местом. Существовал только один способ развеять все эти страхи, и она понимала, какой именно. Переходим к последнему суперинтересному сплиту. Если честно, это то, что я хотела обсудить еще с тобой вчера, когда было все дочитано, досмотрено, потому что это финалы двух произведений, потому что они отличаются кардинально. Да, Я поражена была, что они настолько сильно отличаются. Но, как мы с тобой выяснили, все-таки мировоззрение у двух авторов очень разное. Фильмы и книга про разное, даже герои разные. Но, собственно, и финалы. Очень любопытно. Я думаю, что здесь, как бы, я не знаю, спойлер для тех, кто не читал книгу, но для всех, кто ну смотрел, давай просто наверное, сейчас знает. маркируем спойлер, 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 спойлер. Да, ну просто по фильму я думаю, что это не спойлер. Уже давно для всех. Это мемный кадр, когда Джек, не догнав Дэнни в лабиринте, просто замерзает, а Венди с... Я обожаю этот кадр Да, а просто. Венди с Дэнни уезжают на В никуда. снегоходе, все-таки спасаются, видимо. Но каково было мое удивление? Какой финал в книге? Расскажу кратко. Но это Давай, просто давай, давай. очень интересно, что мы помним, что в фильме Холлоран все-таки приезжает в отель, но его сразу же убивает Джек просто одним ударом, и как бы все, ветка Холлорана заканчивается, никуда не развивается. Зачем он сюда приехал, не сильно понятно, если он ничем не помогает. В книге все-таки у Холлорана большая роль. Он приезжает и все-таки помогает Венди и Дэнни спастись. И там в какой-то момент тоже Джек гонится за Дэнни, только не по лабиринту, а по 4-му этажу. Вот это все. И в конце получается так, что Дэнни как бы борет Джека. То есть Джек идет на Дэнни, а Дэнни ему говорит: ты не мой отец, ты какое-то оно, это что-то, что захватило отца. То есть вот это смещение фокуса и ответственности Кинга Блин, с слушай, у меня Джека на прям оно. подступает, Я раздражение от понимаю. этого. Там просто всю эту последнюю главу называется Джек не он, а оно. То есть это Да, оно, это да. Он перепутал сущность. романы, что ли? Я не пойму. Я не знаю, Ну возможно. оно, по-моему, было позже Да-да-да. «Сияния», да? В общем, и получается так, что до Дэнни доходит, что это не его отец. Отец давно исчез. И Дэнни говорит: ты меня не получишь. Отелю, видимо, который представлен в образе Джека. И, короче, там происходит что? Я уже не знаю, как это описывать. Слитый финал. Джек в этот день не проверил бойлер внизу, и там закипает атмосфера. И Дэнни ему просто говорит: ты кое-что забыл. И вот это существо, которое уже не Джек, оно вспоминает, что сейчас отель взлетит на воздух, потому что там все перегрето, и оно пулей спускается вниз. Отличный финал. Комедия, на самом деле, Да, комедия. там еще просто так это описано, что он бежит в лифт и что-то там прыгает по этому лифту. Я сразу У него представила Багза лицо еще в этот Банни. момент, Да, у него меняются меняется. лица, что Да-да-да. там уже не Джек, а лица вот этих духов из отеля. В общем, он пока бежит в подвал, потому что отель сейчас взорвется, а значит, как бы суть, это хранилище вот этой темной энергии исчезнет. Дэнни в этот момент спокойненько спускается, там мама, там Холлоран, они выбираются из отеля, отель взрывается, загорается, и как бы зло улетучивается, там вот описано. Вроде бы. А помнишь еще в самом Но это конце, да, когда да-да. Холлорана пытается все-таки сущность еще Да, раз там такая фишка, что когда захватить? пожарище, вот эти окна вот этого люкса, где Дэнни видел кровищу, разрываются, и оттуда вылетает какая-то черный сгусток, видимо,
какая-то Знаешь, это как мистическая будто энергия. такой утрированный кинговский финал немного, нет? Да, В каком-то смысле. да. И получается, что отель горит, но потом Холлоран и Венди и Дэнни пытаются уехать. Я напомню, что Венди перебитая вся, ну, типа, у нее Сломанные ребра, сломанные позвоночник. кости, там пипец полный. И Холлоран тоже избитый, перебитый, и он заезжает в сарайчик, чтобы взять одеяло, и в этот момент голоса начинают ему говорить: «Возьми и убей их». И он берет вот эту вот биту для роке, но потом, Рок-н-ролл. да, он такой: «Не-не-не», и его сила сильнее, он бросает, и они уезжают. Но смысл в том, что у Кинга зло как бы сгорает, то есть зло испаряется куда-то, видимо, из этого отеля. Ну, либо Вместилище испаряется, либо, знаешь, перелетают куда-то но еще на вместилище зла санаторий как другой. бы исчезает, но если мы вспомним, например, Кэрри, который тоже все в конце проваливается под землю, оно же остается под землей, да. Может быть, это зло здесь в виде Джека и останется. То есть у нас Джек, понимаете, в романе он условно ну, не то чтобы искуплен, но он как бы ответственность снята. Это не Джек. Им завладел отель, и все, что он хотел Да, сделать со своей да-да-да. семьей, это не Джек. И Джек вообще как И бы непонятно, прощен. где вот эта грань между Да. виной Джека и отелем, который взял его как марионетку, да, и привел к Мгм. этому финалу. Для меня Да. это тоже размытая немножко история. Я не до конца, да, понимаю. А в фильме у нас получается, что отель остался, зло заморозилось. Но вспомни самый финальный кадр, когда фото Джека, О, изображение Джека, сколько концепций, да, интерпретаций вокруг появляется вот в этого. этом зале на общем фото с 1921 года, где он вот в этой зале посередине. Для меня это все-таки подтверждает теорию цикличности этих Мгм. процессов, Да. да? То разные инкарнации разных людей, так или иначе, были членами вот этого клуба рождественских приключений, Мгм. да. И это будет повторяться. То есть можно как-то стараться эти процессы контролировать, но это все равно будет повторяться. И мне, м, здесь кубриковский финал ближе, потому что он какой-то более он страшный, но он такой, знаешь, Но он дистиллят. реалистичный очень. Да, у Кинга это вот какая-то ну, просто, наверное, нам нужно какое-то освобождение, потому что 500 страниц мы пробовали, должно Да. быть какое-то очищение. И там же этот пролог, что у Энди и Дэнни все хорошо, они там Ну да, где-то да, чтобы мы отдыхают. успокоились. Чтобы мы Да, вытащили книгу из морозилки. Как помнишь, в но "Друзьях", да-да-да, Джоуи да-да. прятал, ее в Да, потому морозилке. что в книгах условно должен быть хороший финал, чтобы стало в конце хорошо, катарсично, что ты не зря прочитал эти 500 страниц, и тебя не разнесло. И фильмы себе позволяют вообще другие финалы. И мне здесь тоже больше нравится заход Кубрика, потому что он для меня какой-то более реалистичный, и сразу, знаешь, какая-то мысль, ну, типа, что зло, оно вечное, оно будет существовать, и вот эта концепция, которую там ты, например, описывал, да, что а, герой, он как вместилище для зла, он в любой момент может туда оступиться и попасть, и вот он просто замораживается. То есть я, знаешь, даже воспринимаю его заморозку не как смерть в лабиринте от холода, а как заморозку. То есть он как будто бы для меня, когда отель придет в норму, Смороженный образ, он да, как разморозится, когда станет тепло. Типа у меня ну, ощущение, метафорически что он скорее. разморозится, потому что он не умер как бы. Он как вот эти все духи в этом отеле, как вот это вот все Или может. как скелет динозавра, да, который вот ты находишь как артефакт той эпохи, но и в этой эпохе он может быть, в каком-то смысле Ну вот актуален. да, я, наверное, для себя у Кубрика интерпретирую, что зло вечное, оно разморозится в нужный момент. И как кажется, что многие его фильмы про это, про зло, которое существует. А у Кинга все таки это искупление и мистическую природу. Я не против искупления. Ну, я Да, совершенно не против я искупления, тоже. но для меня финал у Кубрика однозначно мощнее и лучше. Для меня тоже. Ну что, Топор Кубрику? туда. Да, давай, это по Кубрику. Где появился топор, там и пригодился. Но прежде чем подвести нам с тобой итог, давай как финалочку выберем с тобой по одной экранизации Кинга, да. Не Мгм. "Сияние", разумеется, «Сияние». да, не Выбираю «Сияние». "Сияние". Я выбираю Я "Сияние". выбираю «Сияние». До свидания. Да, просто показать, что на самом деле Кубрик, Кинг, да, оба на "К", конечно, тяжеловато с двумя. Оба «К», думаю, щас чё ты Оба скажешь. на "К". У меня фамилия тоже на "К", кстати. Выпендрёжник. А, Давай с тобой просто продемонстрируем кратенько,
что Кинг может быть разный, да, в Ну, прочтении кого-то, в прочтении других ну, авторов. я, кстати, выбрала прям другое. Прям Прям другое? Прям полярное. совсем? Да. Давай. Я выбрала экранизацию, которая называется «Останься со мной». Вау! Я хитренькая. Просто мы её недавно пересматривали, ну, я смотрела её вообще впервые. И почему я её выбрала? Потому что она всё-таки, мне кажется, ну, не такая популярная сейчас, но история, которая показывает, какой разный бывает Кинг. Это история без мистики, это история про подростков, таких даже, я бы сказала, ранних подростков, да, им там всего ничего лет, там, мне кажется, лет по 12-13. Это история про 4 пацанов, которые где-то подслушивают, что нашли труп мальчика где-то там вот возле путей, да, где-то там за Мгм, лесами, мгм. полями, и они решают туда отправиться, чтобы посмотреть. И вот они туда отправляются, 2 дня в пути, они там где-то ночуют в лесу. И там, конечно, выделено 2 героя, по большей части. Вот главный герой, который, собственно, и рассказывает эту историю, будущий писатель, и его друг. Ну, то есть Кинг, да? Ну, то есть Кинг Единственный, как бы который про выживает. себя. Ну, и Да-да-да. там, да. И мне, наверное, здесь нравится, что вот этот главный герой, у него тоже опять трагическая судьба. Тема, что, у него был старший брат, и он погиб, а отец обожал именно старшего брата и принижал младшего, не замечал его талантов. И он ему бросил такую фразу, что почему, лучше бы ты, а не он. И мальчику тяжело вообще живется с этой информацией. И вот он как будто бы отправляется вот в эту Одиссею посмотреть на мертвого мальчика, чтобы что-то осознать про себя. И мне нравится вот психологизм, наверное, этой истории, что это тоже какое-то метафоричное путешествие, которое как бы оно и буквальное, и метафоричное для этого мальчика. Ну и в целом такая история про борьбу с предопределенностью, да, что... Для меня да, потому Ну что вот можешь рассказать. каждый из этих героев, он как бы находится в плену немножко какого-то Мгм. образа, да, потому что Стереотипа. главный герой, его отец, говорит ему, что лучше бы, в общем, ты, а не твой брат. И это, в общем, некие рамки, некие тиски, какая-то тюрьма. Один из пацанов, он из неблагополучной семьи, и вечно от него ожидают, что что-то он, украдет, сделает не так. А другой вот пацан такой рофля-пухляж, которого вечно все булят. И последний герой, у которого там, отец сошел с ума, и над ним вечно подтрунивают, что и ты вот-вот тоже туда, в общем, скатишься, да. Мгм. Поэтому у всех есть, вот какой-то фатализм перед ними, и как каждый герой пытается либо принять это, да, либо как-то переработать, переосознать. Вот, поэтому да, на самом деле история, с одной стороны, как бы очень Очень простая, простая. да, супер компактная, но абсолютно Мне нравится, как она работает в кино, работающая. да, Да, тоже да. хорошая. Классное кино. Ты знаешь, я пойду в попсу, честно. "Зелёная миля". Но нет, но не "Побег из "Зелёная", "Побег Шоушенка". из Шоушенка", да. Я честно обожаю этот фильм, да, несмотря несмотря на то, что он номер 1 на IMDb до сих пор, но я правда люблю это кино. Еще, конечно, это кино 94 года, когда вышло "Криминальное чтиво", да, и "Форрест Гамп". Ну, это правда очень катарсичное кино. Оно в каком-то смысле вот дает возможность нам, зрителям, прожить вот этот вот опыт человека, несправедливо обвиненного, человека, на которого давит все вокруг, и кажется, что вот он сломается. Либо он перейдет на темную сторону, либо он просто, вот, не знаю, там, растворится и станет никем. Но он все равно остается собой, и вот это его жизнелюбие и вообще уверенность в том, что он невиновен, и способность вокруг себя людей менять процессы, перестраивать их, вплоть до целой организации тюрьмы, да. И в каком-то смысле это такая утопия немного, но супер жизнеутверждающая, да. То есть для меня этот фильм, который, конечно, в прочтении Фрэнка Дарабонта заиграл так, да, и на самом деле даже стал сильнее, чем кинговский оригинал, но для меня это, наверное, произведение по роману Кинга, которое сопоставимо с "Сиянием", Мгм. да. И мне кажется, вот, его всенародная любовь, связана с тем, что, ну, вот эта вот история сложного перехода, да, из ужаса в какую-то надежду, что Кинг часто делает, не всегда у него это классно получается, да. Вот, но мне кажется, в этой экранизации это получилось великолепно. И это, конечно, круче, чем "Форрест Гамп". Может, мы что-то как-то побатлим вообще, да? Форреста Гампа и У-у. В "Телеграм-канале". В Шоушенка. "Телеграм-канале", В пожалуйста. телеграм-канале приходите, будем
Будем батлить, да. Ну, кайф. Кайф. А, Результатики, да, результатики. подсчётики. На самом деле у нас получается 3-3 с тобой. Да ладно? Да, Ты 3-3. уверен? Да, Пересчёт. да, 3-3. Офигеть, Ну это ты впервые такое в жизни? Нет, ну смотри, вот Да это доказывает мысль, что оба произведения равновелики. равновеликие и работают по-разному, потому что разный инструмент. 500 раз сказали, что разные медиумы. Мне кажется, это просто доказывает, что где-то, понимаешь, на нас что-то сильнее работало, где-то меньше, и вот просто Но здесь встретились еще 2, красавчика ведущих. всё-таки, хотел сказать, монстра, маэстро, да, 2 Мгм. 2 великих фигуры Ну из мира да. литературы и кино, которые сопоставимы по масштабу. Стивен Кинг и И Стэнли Стивен Кубрик. Стэнли Кубрик. Стэнли Кинг и СК. Стивен Кубрик. Да, хорошо. Побатлим таких. Побатаем. Да, в общем, ну что, сегодня у нас, Ничья. Я ничья. вас поздравляю. Да. Я тоже нас поздравляю. Тогда Неожиданно. идем читать, перечитывать «Сияние», Нет, смотреть Стивена достаточно. Кубрика. Да? Через Достаточно. годик, да, может быть, как-нибудь вернемся. Да. А это был Split Screen. Увидимся в следующий раз. Пока. Маленький язычок пламени, больше ничем не сдерживаемый, превратился в огненный газовый столб, вырвавшийся в вестибюль отеля. Ковровая дорожка лестницы подхватила пламя и понесла его дальше, на 2-й этаж, с поспешностью доброго вестника. Потом началась канонада мелких взрывов. Главная люстра ресторана, 200-фунтовая хрустальная бомба, рухнула вниз, разметав столы во всех мыслимых направлениях. Из 5 каминных труб оверлука вырвалось пламя. Нет, этого не может быть. Не может быть. Отель корчился и кричал, однако теперь он лишился голоса. И панические звуки, предвещавшие гибель, были слышны только ему самому, рассыпавшемуся на части, терявшему сознание и волю, пытавшемуся удержать рушившиеся стены, но уже ни на что не способному, уходившему в небытие, в пустоту, навсегда. Вечеринка закончилась. Вот так.